Всем привет! Вы на канале Польза Стримы. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. И у нас миссия всегда одна. Максимально подробные стримы или обзоры с целью сэкономить вам средства. Насколько это получится эффектно или эффективно или еще как-то, это решать, разумеется, не мне, а решать вам в комментариях. И если вы напишите в комментариях «продолжать», больше 5 слов желательно, конечно, в комментах, если вы смотрите, то мы это дело продолжать будем. А если решите не продолжать, то продолжать не будем. Почему? Потому что основной канал Польза.нет 450 с лишним тысяч подписчиков, 55 тысяч. И вот это вот вы можете наблюдать Realme GT Neo 6 SE. Насколько этот хороший смартфон, есть ли смысл его приобретать, что это за копия чего, то есть это будет война между Neo 9, мы помним iQOO Neo 9, это у нас Turbo 3 от, разумеется, Xiaomi. И помимо этого мы не однобоко всегда рассуждаем, а с самого начала, чтобы вы поняли, что я ничем, никем не ангажирован, пока. И я думаю, вряд ли, потому что каждый раз, когда меня какой-то бренд хочет купить, у меня добавляется нолик. Они считают, что я очумел вообще с моим минимальным количеством просмотров. Но, как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. Огромное спасибо всем, что вы пришли. Мои уши эхо. Раз, два, три. Все, вот сейчас должен быть звук нормальный. Мои уши. Как всегда, я где-то как-то что-то ошибусь. Тем, кто дожил до нормального звука, привет, меня зовут Саня, основной канал Польза.нет 455 тысяч подписчиков, а здесь мы прогоняем железки для того, чтобы решить, какая хороша, какая нет. И повторяюсь, что, скорее всего, это вырезать не буду, просто напишу, что нормальный звук с такой-то секунды. У нас по-другому не бывает. Что будет ли существовать этот канал как Польза Стримы, зависит в первую очередь от вас. И несмотря ни на что, и вопреки всему, мы с вами делаем благое дело. Первое, мы общаемся. Напоминаю, на канале нет мата, хамства, политики, ничего из этого. Ну и рекламы без шильдиков. Чувствуете, как все поменялось за года. Наушники носите. Следующее. Что мы будем гонять? Мы будем гонять Realme GT 6 SE, который Neo. Насколько он интересен? Вот позавчера мы гоняли Turbo 3, на него уже есть обзор одним кадром. Завтра я его открою на основном канале. На этот раз не на стримы, потому что это будет 80-й. Напоминаю, есть Польза Стримы канал, и там уже 80 роликов, обзоров одним кадром. Это когда я хожу каждый раз с новым смартом и рассказываю. Разумеется, там супер дешмана нет, то есть каких-то супер бюджетников. Но смартфонов много, выбрать есть из чего, поэтому если вас интересует камера, а чаще всего основа это и есть основа, то есть когда мы бежим за телевиками, еще за чем-то, мы забываем о чем? О том, что вот здесь, допустим, у нас сенсор LYT от Sony, литовский так называемый, и он такой же, как и в Realme 12 Plus. Вот такая вот магия. Насчет блокировок пока не скажу, я еще симку в него вставлял только в Сингапуре. Нет, не в Сингапуре, подождите. Здесь я в него вставлял симку, сейчас вынул. Должна прилететь блокировка на Redmi, но не прилетела на Turbo 3. Вот он с симкой, видите? А на этот пока надо симку вставить. Сегодня вставлю. Ну, обзор будет не завтра. Мне продавец писал, что блокировка будет. И написать ему мой сотовый. Хотя написано Unblocked. Подождите, я сейчас посмотрю, чтобы конкретно... По-моему, про Turbo 3 мне надо было написать номер, чтобы он мне его разблокировал. В итоге у меня пока ничего не блочилось. Но, как говорится, все в перспективе. Еще раз. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, на что еще бы вы хотели увидеть обзоры. И, разумеется, не забудьте, что от вас зависит, будем ли мы здесь собираться и как часто. То есть пока вы приходите, я обзоры делаю. Пока вы приходите, я покупаю какую-то китайскую дичь. Почему китайскую дичь? Потому что я прекрасно понимаю, что вот этот смартфон мало кто купит. Несмотря на то, что здесь есть а-ля много бендов. Много это 3 и 7, 20-го только из 4G нет. Но агрегации частот, разумеется, нету. Сейчас я автовыключение экрана отрублю на яблоке.
Как меня бесит. Купил iMac и теперь пытаюсь с ним разбираться. Снова hello. Hello. Ничего ж себе, донат прилетел. Не привык я к такому. Подождите. Где у нас в экране, экранное время? Или, наверное, это в дисплее. В дисплее. Яркость на максимум. А вот еще какие настройки здесь есть? 5 секунд. Да что ж такое? Дополнительно. Не как в телефоне, в общем. Ну ладно. Буду, значит, все время тыкать. Прокомментировать. Что прокомментировать? Блокировка приходит после 10 включений смартфона. Понятия не имею. Понятия не имею. Вообще, если блокировка приходит, то зачем по поводу этого узнавать? То есть, ну, я и так говорю, китайские OnePlus блокируют. В каком случае они могут сегодня одним способом их блокировать, завтра другим, послезавтра третьим и потом еще каким-нибудь четвертым? Что мы знаем про вот этот смартфон? Первое, да, то, что его могут блочить, так же, как и... Нет, подождите, да, на этот мне писали, на Turbo 3 не было такого. Xiaomi не блокировали пока смартфоны, и на HyperOS у нас они еще не висели. Напоминаю, что у нас на HyperOS не было такого, а на MIUI была обнова в системных приложениях, которая вводила Xiaomi-шки в ребут. Так что мы теперь морально готовы к тому, чтобы в любой момент можете просто потерять благополучным образом всю информацию со своего Xiaomi-шного смартфона, просто потому что где-то кто-то сидит с руками из одного места, а Xiaomi ничего не контролирует. И каждый раз, когда мне пишут, допустим, хейтеры Huawei, ты дезинформируешь там, не знаю, с какими-нибудь там косяками и проблемами какие-то гуглы заводятся, не забывайте, что про все остальные смартфоны я тоже говорю. OnePlus и Realme блокируются, Xiaomi могут тебя кирпичить. Уже пытались блокировать загрузчик, кстати, но потом от этой идеи отказались, и это хорошо. Назвали это дело ошибочкой. Но мы будем ко всему, как говорится, готовы. Не забываем прожать лайк, написать в комментах, на что еще хотели бы увидеть обзор, и написать, что вам нужны подобные стримы, если они нужны. Если не нужны, то написать «иди ты в топку», я нечаянно сюда зашел, больше видеть этого не хочу на ютубе. Ретро-вью, я безумно благодарен тебе, кстати, за комментарии по поводу Радекса, но несмотря на это, я с тобой не соглашусь. Любые варианты блокировки сегодня одни, завтра будут другие. То есть производитель, если решил блокировать устройство, сегодня вы сможете с помощью кода разблокировать. Завтра тебе понадобится уже сервис-центр, а послезавтра они скажут: друг, ну, в общем, нет, не будет разблоков, и иди ты в топку. Что все-таки такое этот смартфон Neo 6 SE? Эта штуковина, сейчас она еще грузит у меня и будет еще долго грузить, мне кажется, Diablo, чтобы вы наблюдали. Потом мы будем его гонять. Это будет такой длительный стрим, как и прошлый стрим по поводу Turbo 3, чтобы у нас осталась максимально исчерпывающая информация по поводу этой железки. И да, я не люблю рассказывать о железе просто по бумаге. Почему? Потому что очень часто, 95%, там, допустим, как датчик приближения здесь, может выползти потом. Так, давайте я к донейшену подключусь, потому что, несмотря на то, что в онлайне немного людей, почему-то мне донатят. Спасибо большое. Напоминаю, что на основном канале ежемесячный розыгрыш смартфона. Первые 3 месяца это Poco X6 Pro, первый уже улетел, до этого Poco M6 Pro. Мы уже разыграли, уже прилетел. Все отзывы победителей в описании в ВК. Выиграть невозможно, если вы не являетесь моим подписчиком. На Neo 6, наверное, будет обзор. Если вы хотите обзоры на какие-то новые диковинные девайсы, я прошу вас просто... Не хочет он заходить, сейчас донейшн откроется. Писать мне, то есть скидывать мне в телегу, в личную, ссылки на всякие Neo 6 и подобное. Я за это только за, и огромное вам спасибо, я куплю, а потом вы увидите, за какой ценник. Аноним снова hello, спасибо. Аноним, по совету уши под яблоко, внутри каналки, обыкновенные, без разницы. Нет желания покупать яблочные уши. Нет желания покупать яблочные уши, меняй смартфон, потому что угодно, что ты купишь, будет плохо.
Все. Если ты хочешь альтернативу дешево, Anker 20i. Если хочешь альтернативу подороже, Anker 4. Если ты хочешь просто... Ну, это все равно выброшенные деньги, потому что с iOS нормально работают только наушники от iOS. Sony хорошо работают с ними. Еще, ну, окей, Соньки последние, FW, которые 4, и полноразмерки обычные. Синхи хорошо с ними работают. Но не лучшим образом, и лучшим образом у тебя будет работать только яблочные наушники с ними. Все. Наверное, не помочь тебе с этим делом. Стоит ли ждать 6-й Neo или купить SE? Или ждать 7-й, или 8-й, или 9-й, или 10-й, а потом 34-й? Я не знаю, решать всегда вам. И я думаю, и обычно эти вопросы задают люди, которые не купят ни SE, ни 6-й. За вопрос спасибо, но я, в общем... В каком AMX 882? Лид 200 в Y700. Ой, Вы не поняли, я говорил про Neo Turbo. Redmi Turbo 3. Там лид 6. Лид 600. Или вы еще раз напишите, почему меня все время на стриме кто-то сбивает какой-то лишней информацией, а потом ее перепроверяю. Окей, сейчас перепроверю. Но у них даже в рекламе лид 600. Откуда ты какой-то новый сенсор нашел? 855 у них. В этом-то и прикол. Я не говорю про Realme, если вы не поняли. Да, лид 600 сенсор. Ну чего вы дезинформируете? Вот люди заходят на стримы, потом сбивают всех. Не сбивайте. Мы все в ресурсе, мы все понимаем, о чем мы разговариваем и куда мы идем. Так. К чему это все? К тому, что вот сейчас вы примерно ощущаете, что такое блогерская жизнь. Это когда ты включил на 550 игр на закачку, и мало того, что тебе поиграть надо, а скачать надо по-любому полностью. Почему? Потому что если ты полностью не скачаешь, будет очень печаль большая, так как он будет вполне возможно подтормаживать во время игры. И я буду говорить, о, он тормозит, а по факту он не тормозит. То есть все ресурсы всегда для всех игр надо скачивать. Так же, как я пришел уже к тому, что все тесты я скачиваю заранее не файлом АПКшным, а скачиваю через Play Market, либо через официальные сайты, допустим, тот же Antutu. Приветствую снова. Нил, привет. Сын дошел. Привет всем. Алекс, привет. На iQOO Z9 Turbo я понятия не имею, но мне уже много чего пошло ко мне. Вот. И 5 секунд. Я думаю, что, учитывая, что много ко мне что пошло, уже скоро что-то придет. Потому что обычно ко мне приходит много девайсов быстро. На iQOO у меня дикого желания нет обзор делать. Почему? Потому что они всегда... Опа! Мы завтра будем гонять iQOO Z9. Вы готовы? iQOO пришел. iQOO пришел, вопреки всему и несмотря ни на что, очень быстро. Александр Алурулов, привет. Или давайте нет, послезавтра. Завтра я его погоняю. Каждый день я стримы все-таки делать не буду, но через день, опять же, от вас зависит, но каждый день не буду. Я говорю, у меня миссия и просьба к вам, не как у народа там донаты, еще что-то. Вы подписывайтесь на канал, я хотя бы 10 тысяч подписчиков увижу. Напоминаю, что на основном канале 455 тысяч подписчиков. То есть людям нравится этот контент, пусть даже кто-то смотрит редко. И напоминаю, что если вы посмотрите, хвастаюсь, опять же, статистику техноканалов, да, у всех было в апреле хуже в этом году даже, чем в прошлом. Но если посмотреть все 3 мои канала, то у меня их стало 3. Польза стрима, еще польза лайв. У меня просмотров больше. Так, 3 тротлинг теста. Он как раз в нули у нас разрядится. Мы не оценили, какая у нас яркость. Но сейчас мы увидим белую картинку. И, Петр, тебе проще было бы написать, что ты хочешь спросить, чем 500 раз писать по поводу мнения.
Да, Егор, именно, и поэтому тоже я тут, я здесь. Азм есть здесь. 467 пока люксов. Как вам картинка со второй камеры, да? Огниво, огниво. И ничего, а почему? Да я и на эти устройства сделал бы обзоры еще 2 недели назад. Просто я улетал в Сингапур и потом в Манилу, Филиппины. Хотел там купить что-то там. Нелумный. 457 тысяч, кстати. Алекс, спасибо. Вы следите лучше, чем я. Я слежу честно за, как и все ютуберы, я не верю ютуберам, вот часто общаемся, кто говорит, что я не слежу за статистикой, я не верю ютуберам, которые говорят, я не слежу, все следят, миллионники, у которых по 10 миллионов каналов, все следят за статистикой. Это твоя просто жизнь. Правильно ты это делаешь что-то или нет? Так, что у нас здесь? У нас из процессора, без меня знаете, Snapdragon 7 плюс Gen 3, 50-мегапиксельный. Опять же, вот смотрите, если вы даже говорили про датчик, то 882, по-моему, 885 кто-то написал. iMac здесь 882. Супер зарядка на 100 ватт и все. Но глобалка в плане, ну, он разблокированный, опять же. То есть на него блокировка прилететь не должна. Но почему-то мне по поводу него, по-моему, писали. Давайте я все-таки разберусь сейчас прям в онлайне. По поводу чего мне продавец писал, что мне стоит ему написать сотовый номер, и он мне разблокирует устройство. Потому что я каждый стрим вспоминаю про это, а в итоге у меня ничего не заблокировано, и я потом, ну ладно, ну ладно. Ну и в топку. Мне же не писали ничего. Так, Роб. Это все мышка. Это все игрушки. Купоны. Кулеры. Нет, пока, в общем, я, наверное, не найду. Пока у меня ничего не блочилось, но как только, мне кажется, заблочится, я сразу найду причину. По поводу OnePlus не писали, что он будет заблокирован. И он, кстати, не заблокировался в итоге. Все для Китая, и для Китая глобалок нет. Вы про что? Можно уточнить, вы про что? Почему я уточняю, вы про что? Потому что я покупаю все. Я в итоге потом куплю эту глобалку, если она будет. Ну, в чем я сильно сомневаюсь, кстати. Но факт в том, что я его куплю, если он будет. Так же, как с Xiaomi-шными девайсами я делаю, я же их покупаю всегда. Часто замечаю, что покупка телефонов конкурирует с зубами. Зубы надо делать всегда. Пхукет или Манила? Папа, что лучше? Что угодно, только не Манила. Никогда не летите на Филиппины. Вам это... Все, он уже сбросил яркость, кстати, люто. А может и не люто. А может и не сбросил. Надо искать белый. Ну, пройдет первый прогон, мы увидим. Про IQ. Что про IQ? А плюс в том, что чат живет своей жизнью. Заметьте, 167 человек в онлайне, и у всех есть темы для разговора. А знаете, в чем плюс? Мы чистим людей, которые нарушают правила и относятся друг к другу с неуважением. А обычно неуважение – это признак слабого интеллекта. И благодаря этому у нас, я считаю, очень дружная и уважающая друг друга тусовка. Я даже принимаю и воспринимаю тех, кто считает, что яблоки – это дно, что, не знаю, там, пиксели – это хлам. Но мы просто выбираем слова, потому что сколько людей, столько и мнений, и все. И у всех разный карман. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что Realme Neo 6SE имеет водопад с искажениями видимой картинки? Да, как всегда. Не надо понимать, надо мне просто сказать: Саня, я пришел на стрим, поэтому ты мне должен по гроб просто, по гроб, и ты мне должен показать его со всех сторон. Со всех сторон, тем более купил ты вторую карту захвата. Для чего я купил? Для того, чтобы мы могли как обзор просто прийти кусками и посмотреть. Кому не лень, кстати, могут сделать... Я думаю, когда-то мы дойдем и до этого, что будут для стримов тайм-коды от кого-то, кто интересуется, даже на этом канале. Потому что на основном кто-то пишет, за что огромное им спасибо. Почему тебе не нравятся смартфоны от iQOO? Эмбер, больше, чем я, обзоров на iQOO не делал ни один техноблогер всея Руси.
Российской Федерации или СНГ. Посмотрите YouTube. Больше, чем я, для пиара этого бренда, которого вообще не существует на территории Российской Федерации, не сделал никто. Первый его стал обозревать я. Так же, как китайский Realme, который никто не покупал, пока не стал покупать я. И это не я головка от семафора, а это вот мой выбор, потому что я люблю выгодные штуки, классные. И iQOO я не считаю плохими устройствами. Просто сейчас iQOO Neo 10 еще не вышел. Z9 я купил. Вообще, кто еще из блогеров купил Z9? Топ за свои деньги, к слову, заранее. Никто. Почему? Потому что на этом не заработать. Ни продавцам, которые будут перепродавать, ни блогерам. Все. А я купил. Не сбивайте меня с мысли, а то я просто перестану покупать подобные штуки, и все. Потому что это даже с точки зрения пиара канала неинтересно. Если у меня будет 50, там, не знаю, какого-то бренда знаменитого обзоров, и какие-то из них выстрелят, мне напишет этот бренд. Если у меня будет выстрелы, а у меня есть выстрелы по iQOO, iQOO даже не знает о существовании рынка на территории Российской Федерации. А у меня там 117 тысяч просмотров на iQOO Neo 9. Претензии пришли. Очуметь. Poco F6 в цене сразу рухнул. Где? Относительно кого он рухнул? Почему вы считаете, что он рухнул? Давайте поговорим об этом. Так, у меня, мне кажется, 5 секунд. Каким-то образом надо подключить MacBook, чтобы он не сбрасывал яркость. Кто шарит в MacBook'ах? Напишите мне, как врубить по-быстрому у него, чтобы не отрубалась яркость экрана без воздействия с клавиатурой. Я его даже уже подключил под питание. Когда телефон на Aurora AS? Никита, когда вы стебетесь? С какой... Почему я должен покупать китайский смартфон с китайской прошивкой и за какие-то космические деньги и делать ему пиар? Можете меня разубедить в чем-то. Насчет того, где она и как делалась, и кем эта прошивка, и насчет того, откуда МСВС и еще много всяких устройств, мне можете не втирать. Перед вами сидит человек, который с научно-испытательного центра уволился, проработав 20 лет на российском ПО, которое было создано для очень серьезных вещей. И вот не надо, пожалуйста, если вы пришли сюда для того, чтобы меня каким-то образом подловить, вы меня не подловите. А для того, чтобы пиарить китайское железо на китайской платформе с русским названием, ну идите в другое место. Ретро-вью, хорошо, тебя туда же. Тебя туда же. Чтобы у тебя, так же, как и МСВС, да? Не Linux вообще. Сейчас 5 секунд. Так же, как запрещенный в Российской Федерации, помните Инстаграм? Чем его там заменили? Вы все пользуетесь, да? Я просто потерял, наверное, эту суперпрограмму. На нее столько выделили. Можете, кстати, мне скинуть, чтобы я прочитал про ПО «Аврору», если вам так хочется, чтобы я в этом разобрался. А я с удовольствием разберусь, пока я не могу найти никакой информации внятной, кроме пиара. Не хочу в это даже лезть. Давайте я не настолько умен, чтобы проверять это программное обеспечение. Оно слишком крутое. Я подожду всяких вилсакомов, розеткидов и остальных, когда они дадут экспертное заключение свое, как миллионники, и расскажут, насколько эти телефоны хорошо. Мне даже кажется, что нужно, чтобы интернет-сообщество его приобрело, начали уже появляться отзывы пользователей, а потом я понял, что о нем говорить, потому что я не настолько умен. Пользограммом пользуемся, да. Я тоже максимум, это запрещенная сеть. Я говорю, что была какая-то российская сеть,
на которую выделили очень много денег. Она была в Ютьюбе, а потом я ее потерял почему-то. И даже часть роликов про нее исчезла. Только суммы помню, но я их оглашать не буду. Это был не обзор, Денис, это было рекламное непонятно что. Я смотрел это дело. И розетка делал. Это было непонятно рекламное что. Тебе косолапый прилетит смартфон на Авроре? Аврору, кстати, с удовольствием буду пиарить. Я не знаю ничего про нее. Единственное, хорошо, вот я даже не нашел про нее ничего. Плохо искал. Вот, операционная система. Мобильная. Отлично. Скоро все смартфоны будут на ней. 21 марта 23 вышло новое. Только планшеты какие-то с нерусскими названиями. И КПК. $800 смартфонов. Где я найду их? 800 смартфонов было продано за 4 месяца. Это элитная штука, понимаете? У меня нет денег, я не миллионник. То есть, если у меня появятся деньги купить такой дорогой смартфон, они, наверное, в бриллиантах какие-то. На Linux, да, получается? Официальный сайт. Вот, где купить? Вы меня прям заинтересовали. Но я не притронусь к нему, я очень боюсь. Ну, я думаю, вы прекрасно это понимаете. На RU доменах, отлично. Так, батарея умерла, сейчас поменяем батарейку. Терпим. Я, как всегда, как неудачник, ничего не продумал. Нет, почему ничего не продумал? Я, по-моему, на тонкий лед стою, танцую. Давайте не будем мы о вещах, о которых я не знаю ничего. Я разбираюсь в китайских, американских, корейских, каких еще я смартфонах разбираюсь. Я не был в курсе просто, что это масс-маркет и что это не элитная какая-то штука, которую покупают только в лимитированных версиях. Теперь я знаю, что ее можно купить. Так, батарея мертва, отлично. Еще одна батарея. Я знаю, как это сделать. У меня же есть специальный аккумулятор под это дело. Вот его я специально зарядил, кстати. Потому что чтобы камера не погибла. И успею я включить к нему кабель, это вопрос. Короче, народ моей смерти хочет. Во всех смыслах, да? Все, пошла заряжаться. Надеюсь, что от аккумулятора он должен от аккумулятора очень долго прожить. Вебинары вижу, курсы, полезные ресурсы, открытую мобильную платформу. Смотрите, видите, Realme тестируем, а все про отечественного производителя разбираемся. 5 секунд. Она защищенная, в реестр отечественного. Она за границей будет работать, интересно? Не факт, кстати. 920 люксов, огонь. Напоминаю, что у нас GT режим выставлен. Тот же Android. Да ага, ее на обычный телефон не выставить, да? Ее можно только поставить на эти китайские чудеса. То есть у нас просто стоит, получается, защищенное ПО на... Понял. Хорошо, круто. Я же не разбираюсь в этом. Контакты. 800 штук, где же мне их найти теперь? Подписаться. Я, кстати, не нашел, где купить. Контакты. Кто-то знает, где ее в открытом доступе? Может, это какие-то прям специальные продукты, друзья? 400 штук это прям... Сколько, сколько на нее потратили, на эту штуковину, что они продали 400 штук? Это сколько один смартфон вышел им? У кого есть Аврора? У кого из друзей есть Аврора? Вилсаком и розетка да не упоминаем.
Я не вижу, где купить. Короче, жду, если у кого-то есть информация, где гипотетически приобрести. Нет, Аврона это не про ПО. Это, я понял, что это операционная система. Все, закрываем вопрос с Авророй. Кто упоминает про эту штуку, не скинув мне где что купить, будет заблокирован, потому что я понятия не имею, как про это... Так, да, пришлось 2 людей заблокировать. Не ругаемся в чате, не будем разбираться, кто, почему и где. Про жарку Миндастри. Я не знаю, что такое Миндастри, Нил. Который думать надо. Нет. Думать, Нил, это не про меня. Какие бенды нужны в Краснодарском крае? Понятия не имею, Виктор. Это вам надо гуглить и смотреть по карте покрытия. Их чиновникам раздали. У нас всего 400 чиновников, 400 смартфонов всего продано. Я не видел почему-то, кстати, я смотрю же новости. И Первого канала, и все остальное. Не видел ни разу в руках эти штуки. Надо посмотреть. Прикольно. Я видел другие смартфоны, но, наверное, мне показалось. Чем отличается OnePlus 12 India от Жени, понятия не имею. Тем, что это не глобалка. Индийский OnePlus 12 это не глобал. Там не будет... Я не знаю, я не покупал. То есть это, мне кажется, серые продавцы их везут. Но мне это не интересно. Потому что я покупал, получается, китайскую версию и глобальную полноценную. И что-то посерединке это такая довольно специфическая штука. Алекс, вам в профильные ветки. Там все очень сильно зависит от вашего оператора. И по поводу 7-го бенда, он нужен, прям нужен. Не забудьте подписаться на канал, всем ставим лайки. Да, и все ставим лайки. И пишем комменты, что еще хотите увидеть на обзор. Да, больше 7-й важнее, чем 20-й. Но мракобесия не будет, если есть 3-й. Но опять же, здесь 7-й есть у нас. Еще раз, я не советую приобретать китайские смарты. Китайские смарты это прям для фанатов и интересующихся. И будете вы также продавать таким же интересующимся. Почему это, в принципе, сейчас уже нормально? Потому что если посмотреть объемы продаж, народ покупает, продает такие железки. Конечно, такие вещи покупают люди, которые а-ля хотят сэкономить надолго и просидеть на мощном железе с какими-то специфическими штуками, которые им нужны, потому что чаще всего супервыгодные китайские смартфоны не имеют суперкамер, к слову. Это минус или плюс решаете вы сами. Но в то же время... Что это? Я повернул его, он... Все. Но в то же время... Если... В то же время у них хорошее железо. Для каких-то задач это подходит. По поводу iPhone 16 удивит или нет, у меня он удивит, если я доберусь до Нью-Йорка и буду его покупать там. У меня пока, знаете, вот у людей нормальные цели и задачи, а у меня цель и задача, не знаю, в этом году получить визу и полететь в Нью-Йорк, купить в числе первых этот iPhone, MacBook, еще что-то, и оттуда улететь и продать дороже. Позор на меня, но вот так, да. Такой у меня суперплан. И я думаю, что у меня получится. Окупив поездку и купив еще много всяких железок. Собираюсь до этого прокатиться, закупиться пикселями всякими. Можете уже накидывать, кстати. Там всякие наушники интересные, часы есть, которые не продаются у нас нигде. BlackBerry и все остальное. 915. Вообще с яркостью все окей. Vivo TVS 4 с кодеком Aptakel Lossless. Да, будет через дней 10. Гоняем уже. Смартфоны Sony новые вышли какие-то? Евгений, я уже обозревал 2 соневских смарта. Мне понравилось их обозревать. Я вообще не понимаю, как они еще живы. Это мракобесие какое-то, с одной стороны. С другой стороны, они молодцы, что они живы. Я этому безумно рад, как я думаю, и вы. И как только будет, да. Это для любителей копаться в смартфоне часами. Нет, это для тех, кто покупает смарт китайский и ходит с ним очень долго. И на этом он логично экономит. Если он понимает, что ему там нужен только 7-й бенд, и он там приобрел его на... Как была скидка на Алишке
а-ля скидка, когда они курс сделали 80. Я сегодня в чате чуть не стал ругаться с человеком, а потом посмотрел, реально IQ 12 был 41 тысячу. IQ 12 был 41 штуку на Алихе. Ну, еще ты 3000 ты платишь таможню. Все. То есть за 44 тысячи у тебя IQ 12. Это прям... Это разрыв шаблона, это все вообще. Жду хорошего курса на Али. Вы на бирже ждите у рубля хорошего курса. Смарт на Авроре стоит 92 тысячи. Никита, удачи вам в покупках. Я посмотрел железо на этих смартах. Хорошо. Ну, я, может, куплю когда-нибудь. Если я когда-то потеряю страх, потому что если они продали 400 устройств через Вилсакома и розетки, да. То есть вы прикиньте, миллионные все каналы о них рассказали, они настолько крутые, что смогло себе позволить только 400 человек покупка этих устройств. Sony снабжает большую часть рынка, а себе хорошие телефоны не могут сделать. Вадим, ну для кого-то они хорошие, у них вот этот профессиональный режим для видео, если в него прям шарить, можно такие вещи снимать. Но зачем? Потому что старт на Авроре стоил 15 тысяч в Ресмарт магазине. На Пеппере был пост. Hateful. Спасибо за рекламу чего-то там. Спасибо за вранье, скорее всего, потому что я не верю, что по 15 тысяч рублей люди не купили какие-то железки. Их оказалось за 4 месяца в России только 400 экземпляров. Все, эта тема закрыта. Кто вспоминает, улетает в бан. Я масс-маркетом занимаюсь, я не занимаюсь элитной техникой. Те, кто будет вспоминать элитную технику здесь и стебать меня или шутить надо мной, что я не могу себе позволить смартфон за 90 штук на специфичном железе, но с очень классным программным обеспечением, будут улетать в бан. Дмитрий Михайлович, ну из этих двух устройств вы сами прекрасно можете выбрать. У меня есть обзоры, притом по 3 штуки на каждый из них. Утрудите себя, я же утрудил, купить их, протестировать, сделать на них обзоры. А потом сделал топ, по своему мнению. Топ-10 смартфонов субфлагманов на канале. Посмотрите, там они тоже есть. IQ 13 будет перерезан с камерами из-за конкуренции с IQ 12, с IQ X100. Это вы опять же перечитали с непонятно чего. На заборах много пишут. В реале, что выгружается и как оно работает, очень часто идет в безумный разрез с тем, что вы видите в новостях. И так по поводу просто любой железки. Это знаете, как мне понравился пиар обрезанного АОДа здесь. Умный always on display. То есть это просто обрезанный, опять же, так, дети есть, не буду говорить. Обрезанный always on display. Вот это, кстати, тоже минус. Хорошо, что я матом не ругаюсь, а сын на стриме. Это ограничение для выбора определенного рода слов. Да, я считаю, что при детях нельзя ругаться и при девушках, и при женщинах по возможности, если там, конечно, не рабочая обстановка. А удачной прожарки, Павел, спасибо. Тест Neo 6 SE, он глючит, FPS до 35 при нагреве. LM, где вы видели тест 6 SE? Можете мне в личку написать. Тест где? Вы понимаете, вот это просто глючит до 30 FPS. С какой игре, с какими настройками. Вот сейчас я вижу, что он берет, и Antutu у нас прогоняет уже второй раз без падения яркости на низком проценте заряда батареи 13%, заметьте. 13%. И, ну, хорошо. Живая цензура, да. Автомобиль купите когда-нибудь себе? Наверное. Наверное. Вы еще спросите, какой. И еще люди отпишутся. Что думаешь о смартфоне Aqua? Я расскажу вам довольно глупую историю. Я первую квартиру покупал, когда я хотел купить мотоцикл, не имея прав. Я хотел накопить на Бугатти. Ой, не на Бугатти мотоцикл, сейчас скажу. Дукати. Бугатти. До такой степени я далек от этого. На Дукати.
Не буду говорить сумму, но вот в итоге мне хватило на квартиру. А вторую квартиру я покупал, когда я хотел купить Мазерати. Тогда они дорого стоили. Вот. Так что в какой момент времени я все-таки решусь и пойду куплю машину, я не знаю. Я катаюсь на байке, мне его хватает. Я хочу байк на 500 кубиков. У меня сейчас на 300. Вот. Даже мотоцикла не хочу. А машину хочу, наверное. Может быть. Но у меня нет на это времени. Вот вы спросите, я сегодня выходил из-за компьютера, только чтобы сделать обзор одним кадром на Redmi. Все. Все. То есть я пойду где-то в час ночи, наверное, поеду, поем. Игорь, я не считаю, что я владею какими-то этикетами. Каким-то этикетом. По-моему, этикет у всех в школе был. Большой, много нужно знать, не ругаться матом при детях или при людях. Опять же, если это не специфический коллектив. В некоторых моментах просто тебя по-другому не поймут, потому что знают только эти слова. Я без шуток, кстати. 6SE имеет самый яркий экран среди всех конкурентов. Интересно глянуть стресс-тест на стабильность. Мы сейчас это делаем. Мы второй раз прогоняем его в Antutu, и пока все хорошо. Не, рулерма. Ничего, у меня уже пошли молнии здесь. Я не планирую обзор на него послезавтра. На него будет обзор через дней 5-7. Вот, зато послезавтра может быть на Z у нас стрим. Z9 что-то там, на IQ. Z9 Ultra, по-моему. После прогонки Antutu стресс-тест резает ли он частоту обновления, яркость. Может и не сбросить, а вот частоту может рубануть до 60. Да ладно. Вот прям ладно. Дайте я сначала так пройду. А потом мы после третьего стресс-теста быстро зайдем в настройки. И я выставлю в режиме разработчиков FPS, и мы увидим. Z9 Turbo. Почему ты сидишь целый день дома и при этом не жирнеешь? Потому что я не ем, наверное, у меня нет времени. Как ты можешь разжиреть, если у тебя нет времени поесть? Ну и, во-первых, во-вторых, когда я начинаю двигаться, я двигаюсь очень много. То есть 3 пота, чтобы сходило. И так желательно каждый день. 900 с лишним люксов. И третий прогон 11%. То есть у нас телефон на 2 прогонах просто умирающий. Но в то же время он пока живет. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Напоминаю, что девиз этого канала, как и остальных 2, подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. А что, как еще поменяется, вы узнаете. GT6 с Realme 12 Plus противоречив. Ценник разный. Realme 12 Pro Plus, 12 Plus стоил 19 тысяч рублей. Эта штука дешевле 25 была, по-моему, 24 с копейками, как и Turbo 3. И сравнивать эти два устройства, как мне, неэтично, потому что эти а-ля 25% стоимости, это как бы 40 и 50 тысяч, правильно? А между 40 и 50 тысячами, ого-го, какая разница. Но зато, когда мы говорим между 19 и 23, ну, вроде норм, там, 24. Нет. Ну, вы же можете сами посмотреть. 882 AMX здесь. Ссылка в описании есть на железку эту. Как меня в Аврору-то втянули вообще. Вот как меня бесит. Люди приходят просто и втягивают непонятно в какие темы. Еще раз, я разбираюсь в тех железках, на которые я делаю обзоры. Вы заметьте, даже когда я делаю стримы, не стримы, да, стримы, на Poco у меня будет стрим 23 числа, но логично, что у меня вот Poco F6 лежит, и еще F6 Pro будет на руках, и я буду говорить, вы понимаете, то есть даже стримы на какие-то новые устройства, чаще всего у меня эта железка уже либо в руках, но вы об этом а-ля не знаете, но мы, как говорится, мы оба знаем, что это так. Кофе помогает от чего? Я без него жить не могу, и мне кажется, что это, не знаю, у всех свои слабости. Ты же выбираешь, чем ты себя будешь радовать.
У меня шоколадки и кофе. Наверное, много-много лет. Сколько кружек? 10 эспрессо, 12, 16. Ну, до 20 эспрессо. Но сердце у меня от этого не начинает. У меня толера к нему, мне кажется. Да мне не важно, Лоренс, где что пишут. У нас, во-первых, есть HW-инфо, мы сейчас в него зайдем, вы увидите там модуль, скорее всего. И помимо этого еще можете в рекламе посмотреть. Они в рекламе обычно мало врут, и здесь висит у них AMX 882. Вы понимаете, что в любом форуме либо продавцы, либо пользователи пишут. И чаще всего у них, ну, это не работа у них. Они за это головой не отвечают. То есть, когда ты смотришь, допустим, характеристики уже в рекламе, ну, за это отвечает башкой производитель. Да, и огромный плюс всяких Realme, в отличие от Xiaomi, в том, что у нас благополучным образом что? Правильно, у Realme сразу есть русский язык, несмотря на возможность блокировки. Тут прожарка кофе, да, однозначно. Тут выделывание картинкой, потому что, согласитесь, у меня уже нормального качества стрима по картинке. Я так рад просто. Я вот так убого это звучит, но я вот к этому я шел 6 лет. Не там к телеграм-каналу на 107 тысяч подписчиков, не там не к YouTube на 446 тысяч подписчиков, 455. В общем, больше 4,5 тысяч. А вот к стриму. Мне реально очень тяжело это все далось. Лювак из Вьетнама привозят. Я не знаю, что такое лювак. Я привожу отовсюду, Иван. Я был в Эмиратах кофе, из Вьетнама кофе привозил. А здесь я покупал только капсульным Starbucks и вот этот вот еще один капсульный. Обычный бюджетный модуль. В Redmi 3 Turbo модуль не 882. В нем такой же модуль Lead 600, как и в Realme 12 Plus. Но вот опять же, Able, перестаньте дезинформировать людей. И 355 ультраширик там этот, и OmniVision фронталка. То есть все по камерам очень убого у Redmi. Здесь 882 можно еще поспорить, что лучше будет снимать, но мы об этом обязательно, мы это увидим в ролике. Вот, с вами. Хорошо? Лучший жидкостный кулер. Да нет такого лучше, они все нормальные. У меня ванпласовский, у кого какой-то другой. У них что, плохие бывают кулеры жидкостные? У меня уже Z9 Turbo на руках. Послезавтра я сделаю на него обзор. Вот. Гейзерная кофеварка, дешевый и вкусный кофе. Да. Да. И у меня тоже гейзерная кофеварка. Мы с вами мыслим одинаково. 915. Да, и он дешевле выходит. Плюс кофе, как мы знаем, так же, как и шоколад, очень конкретно подорожали. И экономия – это хорошо во всем. Если ты не теряешь от этого качество продукта, либо качество продуктов питания, в данном случае я считаю, что оно не теряется. А гейзерная кофеварка – это ничуть не хуже, чем кофемашина. Еще электричество. Не, надо все равно греть ее. Хотя у нас есть подписчик один, который очень часто ко мне приходит и напоминает, что гейзерная кофеварка, пищевой алюминий – это все очень плохо. И вы от этого можете очень сильно пострадать. Люваки красные, лучший кофе без взаимодействия с этими животными. Красивые. Понятно. Почему Али сейчас Neo 9 стоит плюс-минус одинаково с Авито? Потому что сейчас не распродажа. И потому что на Авито не особо умные люди закупились Neo 9 в надежде заработать, наверное. Я еще раз повторяюсь, мои обзоры, моя аналитика – это не руководство действий. У меня было там руководство, когда там, окей, 20 800, по-моему, нижний ценник был Poco X6 Pro. На этом можно заработать, окей. Там на Poco X6 можно там 17 с копейками. Переваренное кофе, я знаю. Корникел, я не знаю, как это говорить правильно. Лювак. Это животное какое-то. И это очень дорого. Это, по-моему, самый дорогой кофе в мире. Лог FPS был в Геншине при температуре АКБ 41-42 градуса. Бесценная информация.
С чего его не будет, этого лока в Геншине, я не знаю. Все проверим, потерпите. Я не считаю эти смартфоны какими-то супер-мега-топами по оптимизации. Они не могут быть таковыми, они только вышли. То есть у Turbo 3 месяц с начала старта продаж, у этого сколько? Тоже месяц. И 26 был Андрей. iQOO Neo 9. В гейзерной кофеварке важно отключить питание до образования гейзера. А как у вас тогда будет? Под давлением 2 капли выйдет? Я не понял. Как у кого день прошел? От выходных не очумели столько дней? Neo 9 за 26 норм, но с таможней, да. Я все-таки за красный, как мне пишут. Ну, вот поэтому как раз синие остальные дешевле. А красный не продают также по той же цене. Только что купил Палас 12. Калиев, Бауржан, поздравляю вас. Классный смартфон. Очень. Как часто на Али распродажи бывают? Что-то в последнее время чуть ли не каждый месяц. Они каждый месяц и бывают. Иногда 2 раза в месяц Зидан. Алексей Атаменко. Меньше 330 на Али нету 9. Да подождите, вы только сейл закончился. Посмотрел ваш обзор на Realme 12 Plus и прям в смятении нахожусь. Хотел его брать, теперь не знаю. Денис, а вы не беспокойтесь, сейчас по распродажу кончилось, он стоит космос, поэтому если вы пойдете его покупать, значит вы очень богатый человек. Все, что я делаю в обзорах во время того, как идет сейл, все это можно купить, и потом, если вам не понравится, продать в те же деньги. Но после сейла я не очень советую что-то приобретать. Нужно 10 тысяч раз подумать. Я советую 10 тысяч раз подумать. Потому что вы переплачиваете очень-очень-очень. Арсений Рыбников, доброго вечера. Мне синий Нео больше красного нравится. Лорм. А вы купили Нео 9? Оля, не переставайте. Самый непредвзятый, адекватный обзор. Спасибо большое, Оля Гафрен. Али Гафрен, смешно. Оля, будем называть вас Оля. Нет, мне не надо 10 миллионов, мне надо 10 тысяч подписчиков на телеге, на телеге со стримами, и все. Вот здесь вот, точнее на Ютубе, где мы с вами встречаемся. И больше мне ничего не надо. Ну и чтобы потихонечку допилили мы до 500 000 подписчиков на основном канале, но я и так прекрасно знаю, что под конец года все будет. Край в марте следующем. Главное не забывать. Благодарю, а что тогда? Перепродавать не хочу и не умею. Денис, ничего тогда, ждите распродажи. Вообще покупайте то, что вам нравится. Я еще раз повторяюсь, если будете смотреть меня, купить что-то будет сложно. За 21 штуку надо было брать Poco X6 Pro. Гермес, очень жаль, что вам придется либо в следующий раз, Гермес, вы уйдете в блок. Вспомните какую-то площадку и уйдете в блокировку на этом канале навсегда. Потому что вы только что вспомнили самую скамовскую площадку, какая есть мне кажется, на территории Российской Федерации. То есть больше развода, чем с нее, нет, наверное, ни с чего. Даже с Авито столько нету. На 10 посмотреть, а что так плохо? Ничего, но просто обычные люди, которым что-то нравится, они ничего не покупают. И пока, как это сформулировать, знаете, когда тебе что-то так сверху падает, и тебе с этим ничего не надо делать, может нравиться все. А когда ты покупаешь, у тебя уже формируется мнение. Мы проверим Данкли с Шим, все будет в огне. Подождите. Миссия сейчас очень проста. Пройти 3 прогона. Провести 3 прогона в Антуту, пока он прям вообще молодцом. 927 люксов показывает.
И вспоминаем позавчера, что у нас было Turbo 3. Сбрасывал он яркость или нет от антутовских прогонов? Вот. Булеспера. С вами я согласен. Нужно снимать просто чайник. Гейзерную кофеварку. С плиты. Вам спасибо за то, что смотрите Double Jack. Я вчера досмотрел наконец-то Fallout сериал. Безумно рад. Вообще такой классный. Когда ты играл во весь Fallout, это прям... вообще молодцы. Вообще молодцы. И классно, что все плохие. И классно, что они сформулировали главного антигероя мира. Смотрите, кому интересно. Абсолютно с ними согласен. 3D Mark Wildlife Extreme все прошло и так. Хорошо. Я вам могу показать. 3D Mark я прогнал. Да я и Antutu прогнал. Я просто сейчас 3 раза при вас прогоняю, для того, чтобы не было вопросов. То есть, насколько кто стабилен, проще всего проверить именно так. Я уже и в тесте планировщика тоже проводил его. На 45-й минуте он начал проседать, а так все было в огне. Очень хорошо. Да все истории снова классные. Так, 1 320 000. И нет, яркость он не сбросил. Следующее. Сейчас мы быстро заходим. Опа. Вот так вот. Вот так оно и пришло. Но он и так хорошо отработал. Что мне скажут, что мне надо зарядить его или поставить на зарядку. Да, планирую. Так. 15 мегабайт всего. Но я не думаю, что здесь много чего-то изменилось. Какие изменения, можете сами посмотреть в переводчике. Всем мира, вам тоже. Хиносагин, вы к кому относитесь неспроста? Хиносагин в бане. Все очень просто, друзья. Если вы не хотите жить по местным правилам наших маленьких сообществ, вы идете в другие сообщества. Третий аппарат по обзорам уже покупаю. Хожу месяц-два, продаю. Следующий беру и так далее. Всегда хочется что-то лучшее. Либо что-то другое, Барс. Надеюсь, в минус ты не ушел пока. Стоит ли брать ROG 8 на фоне 15 Pro Max? Приоритет на жизнь и игры. На игры, да. Да и на жизнь, наверное, тоже неплохо. Не играл в Fallout, комп не тянул, а сейчас и играть неохота. Ну, New Vegas надо. Ну, опять же, кому это надо? Вообще весь Fallout надо заново пройти. Очень классная тема. Там просто вот... Ну, по мне. И игра не полностью соответствует сериалу, что тоже очень хорошо. Да, Азусы всегда дорого. Я после сериала решил скачать 4. Супер. Зачем вы взяли карту захвата? Чтобы вот это вот показывать вам вблизи. И была красивая картинка. И там тоже. У меня 2 карты захвата. Марк Рентон. Для того, чтобы во второй вот этой вот штуке была достойная картинка. У меня все еще Poco F1 Pro или F2, я не вижу. F5 Pro. Ну и норм. Зачем менять, если все хорошо? Я думаю, что Android оптимизировано. Нет, мы вот показывает все, что под PUBG нет. После Fallout Tactics, Игорь, Fallout закончился. Ну, здесь зависит не от уровня даже фанатизма, а от уровня того, что вам нравится. X6 Pro за 21 штуку, да, это цвет, блеск, красота. Малошумящий смарт.
Алекс По. Ну, вы же смотрите обзоры. Можете выбрать. Я не знаю, что для вас малошумящий смарт. На все я сделал. Там везде есть тесты на шим. Везде. Вы понимаете, что даже если я сделаю, вот, допустим, у меня подмывало это дело, сделать топ-10 смартфонов с минимальным шимом, какая-то прошивка может какой-то смарт либо улучшить, либо ухудшить по шиму. Я не хочу в это лезть. Что-то Realme похож на предыдущий Redmi? Нет, вообще никак. Ну, почти никак, ладно. Все они почему-то... Так, 5 секунд. Ну да. А, кстати, да. Магия. Ну, смотрим. ИК. Ну, вот так. Вот так. Все приходит постепенно к одному стандарту, да? Да, заряд батареи не ниже 20%. Значит, нам надо его убить, аккумулятор. Давайте-ка видео включаем. 4К 60 FPS максимум. И посмотрим, насколько хватит, кстати. Запись видео невозможно. Вот такая магия. Хорошо. Diablo скачали, Wreckfest скачали. Что мы еще можем скачать? Так. Нам же надо разрядить. Ну, зачем мне... Я, кстати, забыл... Или правильнее сказать... Ну, в общем, не тот зарядник человеку отдал, которому отдавал Honor. Сейчас поеду менять зарядник, потому что у меня зарядки на этот Realme нету оригинальной. То есть я могу OnePlus-овской универсальной зарядить. Я сейчас посмотрю, по-моему, я его не тестировал по зарядке. Нет, есть тестировал. За 31 минуту он на 100% у меня заряжался. Так что все, огонь. Можно его вешать на зарядку, на OnePlus-овскую. И, да, главное, кстати, протестировал. И заодно посмотрите, что у него Palace предлагает, без кабеля оригинального, соответственно. Но зарядка быстрая показывается, видите? Угу. Не ультра быстрая, там есть супер быстрая зарядка, но быстрая. Можем пока, кстати, HW-Info скачать и пообсуждать, что у нас здесь интересного по железу. Мы же сенсоры с вами обсуждали. Зарядка подходит, да. Нет, это не паласовская зарядка. Сейчас у меня вот Nothing зарядка. А вот паласовскую давайте попробуем. Кстати, там же протокол тот же. По идее, ну-ка. О, да, все, огонь. Можно даже засекать. Вы... Вот для чего нужно 200 человек в онлайне. Огромное спасибо, что пришли и напомнили мне про Палас. Так, с 2% сдернем его. И HW-Info заодно посмотрим. Установить. Да, не все BBK. OnePlus, Realme, Oppo. Ну, Nothing я надеялся тоже. Но видите, Nothing не сработала универсальная. Память, система, нам нужны были камеры. Разрешить. Только во время использования. 882 MX. Я не знаю, кто там чего вам говорил. 355 на ультраширик, наверное. 615 это фронталка, да. Sunny. Ну все. Все в огне. Для чего вам еще нужен? Я. Я. Головка от семафора. 7 плюс Gen 3. Все спеки. LPDDR5 на 8. И... Не, ну давай разрешаю, но не надо нам HW-Info. И вот сейчас мы можем, в принципе, оставить его в покое чуть-чуть. Единственное, нам надо по-любому выставить максимальная яркость и так стоит, повышенную не надо. Автовыключение 30 минут, разрешение экрана максимум стоит. И частота обновления максимум, кстати. Отдельных приложений. Immortals 120, Genshin 120, New State 120. Все, выставил. То, во что будем играть. Мы же будем играть? Никто не против?
детство кое-где играет, да? Так, давайте-ка еще раз попробую подключить зарядку. Супер VOC. Ну окей, пойдет. Пусть так. Вокруг шум, пусть так. Да? Не беспокойся, все хорошо. На глобалке выйдет Real Мишка? Думаю, нет, я не знаю. Я же с ними не контактирую. Спросите у тех, кто одновременно на Realme смартфоны выпускает обзоры. Это не ко мне. Я не вреду. Вот за Поко я могу сказать, 23 числа будет преза. Еще раз. High Orbit. Вы достали дезинформировать людей. Вот сколько можно дезинформировать народ? В Turbo 3, не 882. А почему, кстати, у него указан 882, если там должен по рекламе стоять... не шутя. Там же по рекламе стоит лид 600. Это такой же, как 882? Вот это я облажался. Хорошо, что на стриме. А почему в рекламе лид 600? Не понял. Может, она определяет неправильно? А почему такая беда? Везде в рекламе стоит, что у него лид 600. Одинакового размера. Он неправильно определяет. Они одинаковые. Ну вот. Да, они одинаковые. Так, то есть они просто взяли 882 и назвали лид 600. Правильно я понимаю? Так, батарея погибла. Очередная батарея погибла. И я сейчас сделаю здесь тоже ход конем. Я его возьму и подключу к зарядке. Подал, но эффективно. 5 секунд. Все равно заряжается пока смарт. Будет заряжаться так? Ну-ка. 5 секунд, друзья. Тогда у меня вообще отпадет вот это вот дикое желание смены объективов. Пардон. Хаос. Так. Ну, вроде бы настроил. 5 секунд. Все. За 5 минут 20% уже, 19. Ну все, хоть разобрались. Ретро-вью, так у меня уже все подключено. Кабельное хозяйство, конечно. По мне быстрее можно убить батарею, если играть на зарядке во время игры. Ну, во-первых, у нас есть для чего для игр? Для того, чтобы... О, архитектор дошел, привет. Для чего? Для того, чтобы... У нас есть зарядка, минуя аккумулятор, мы же помним все. Ноуты Riser, а потом я их продам. Я покупаю, видите, ноуты на сейле. То есть я, наверное, сделаю топ-10 ноутбуков с распродажи
для покупки. Почему? Потому что вы вот вдумайтесь, там будет долго вход и выход. Многие, конечно, меня ругают, что там не тестируем мы с калориметром это дело, что я эту одноканальную память не ругаю, что нет изменения андервольтинга, то есть напряжение не меняем, не на видео. Ну, зачем? Ты покупаешь ноутбук, вот я покупал, допустим, 15E от Redmi, что ты из него выжмешь? Вот этот смарт стоит 120 тысяч рублей, а ноутбук 38. Я понимаю, когда вот этот вот ноут там, ну ладно, не буду я яблоко поднимать. Вот этот вот ноут стоит просто космических денег, опять же, по моим меркам, но от него можно чего-то требовать. А когда у тебя ноут стоит по цене бюджетного смартфона, среднебюджетника, там один только экран будет стоить сколько? То есть и пластика надо, и металла сколько, на батарею сколько надо, батарею купить. Это же не смартфоновская батарея. И люди реально не понимают, что они хотят от смартфона за 40 тысяч рублей чего-то крутого, и он это дает. Но ноутбук – это другая история. Он за 40 тебе ничего не даст и не должен давать. Опять же, мое субъективное мнение. Вот. Можете не согласиться. Что-то, видите, меня пробило. Так что да, тут топ будет, но вопрос когда. OnePlus 12 за $810. Ждите скидок. Но мой ответ всегда: ждите скидок. Вы понимаете, что? Но вы с чего-то сейчас пишете. Культура потребления. Здесь же сколько бы ты ни получал, понимаешь, если ты, ну, я вообще не образец по культуре потребления. Вообще. Но вот этой рубашки, посмотрите мои обзоры. Сколько? 3 года? 4? 4 года. Ну, да, есть вещи, которых у меня много, но в первую очередь, почему я начал их покупать? Потому что я тьюбер и делаю обзоры каждый день. Я много где мелькаю. Если я буду в одной и той же рубашке, ну, это будет выглядеть тупо убого. Там очков у меня, вот эти очки, сколько? 4 года, то же самое. То есть вещи, которые ты приобретаешь, есть качественные, и ты их берешь надолго. Вот то же самое со смартами. Но есть ли у тебя необходимость прямо сегодня побежать его покупать? Это как тапки я купил, наконец-то, Джордана. Я их лет 6 хотел купить. Ну, вот что-то наподобие. И пока вот на лютой скидке не появилась эта штука, я не пошел... Она нужная вещь? Нет. Смартфон нужная? Да. Но у тебя, ты с чего-то пишешь, значит, она есть? Есть. Значит, жди скидок. Все. Если то, что ты сэкономил, ты заработал. Неважно, миллиард ты получаешь, 100 миллионов, миллион или 100 тысяч. Или 50, или 20. Ну, 20, по-моему, уже таких нет зарплат. Там брод уже 32 собираются сделать, нет? Ждем Neo 6. Хорошо. Вот. Так что из меня тот еще мамкин советчик. Но, во всяком случае, ко мне можно хоть чуть-чуть с уважением относиться с той точки зрения, что я не впариваю никому, что можно заработать в банке, можно заработать на биржах. Нет, вы все просадите. У меня столько знакомых просадило бизнес, квартиры, просадили сбережения на крипте и на всем остальном. И, ну, это очередно, вот все это разводилово. Нет, сейчас те, кто занимаются и тем, что привлекают людей, получают с этого процент, со мной поругаются, может быть. Но пошли вы в топку вместе с людьми, которые казино рекламируют, кто играет в казино. Никогда никто ничего не выиграет, нигде. А если выиграет, он все это дело просадит, потому что у него нет культуры потребления. Чтобы ты умел обращаться с деньгами, у тебя должны они появиться постепенно. Либо тебя должны родители научить. Можно заработать, Никита, на смартах, наверное. Наверное. Но я не уверен. Чуть-чуть. Подработать. Подработать. Infinix 20 Pro, когда будешь обозревать, вроде интересный аппарат. Илья, если вы из рекламного агентства, пишите мне напрямую. У меня будет на Common 20 Pro сейчас рекламный обзор. И на все Infinix, еще на 2 Intel вроде бы. Я не знаю, почему у вас фетиш покупать у меня рекламу, потому что более тупой рекламы на YouTube нет вообще. Я когда смотрю, ну, мне кажется, что можно в голос ржать, когда у меня реклама. Это до такой степени просто му. Но она прикольная. Вот, ну, я не знаю, я люблю даже пересматривать ее. Она до такой степени топор, и людей подписывается прям космос. Так что мыло мое знаете, я думаю, что... У меня вообще знаете, сколько человек в чате, вот этих третьих? 6 человек у них менеджеров. Определяют... Но вот за что им огромное спасибо, они вообще ничего не меняют. Ни недостатков, ни достоинств, вообще ничего. Ни одного текста у меня ни на Infinix, ни на Tecno, ни на Intel не было ими поменено.
Ни одного. Ни одного теста, ни одного текста, ни одной... То есть они даже, за что им огромный плюс, не понимают, что когда я там говорю, эти космические 300 тысяч баллов в Антуту, это стёб. И в топку оно все равно все появляется в обзоре. То есть все данные в обзоре, все реально. Все. И люди, которые более-менее хотя бы разбираются в них, не задают потом вопросы, собираюсь ли я делать обзор на Phoenix или Tecno. Собираюсь. Обожаю этот бренд. И Honor потихоньку начинаю обожать. Они вроде бы меня, как это называется, одобрили для рекламы тоже. Тоже поржете. Посмеетесь. Я ржу, я как лошадь ржу, а люди смеются. Вообще, подытожив, ответы чата: 8 Gen 2, мощность 8S Gen 3, стабильность. Где там 8S Gen 3 была стабильность, я не понял, Барс. Но хорошо, вы, наверное, не смотрели прожарку Neo 9, Turbo 3. Вот он лежит здесь. Вы его не смотрели, правда? У меня пенсия по инвалидности 16 тысяч. Александр Беличков, подрабатывать нигде не получается? Ну, опять же, у вас льготы, по идее, должны быть. Если так, то сочувствую. Я же говорю про зарплату. У меня у бабушки была пенсия 7200. И был соцработник. 8200 на юге. Соцработник был. Скидка на лекарства. Какие-то бесплатные. Но на лекарства для сердца она тратила больше, чем эти деньги. Мы не обсуждаем социальные вопросы какие-то. Вы уж простите, канал о другом. Вот. Ретро-вью в ритейле так на Phantom 2 уже за 20 тысяч продают. Ретро-вью я бы на месте вас или еще кого-то писал бы тем, кто без шильдика рекламу делал для Tecno и Infinix с очень хорошим ценником. Я им не завидую. Мне кажется, ты убиваешь себя даже. Вот эта вот тема, что убиваешь там там не карму, а убиваешь канал, тебе не доверяют. Да какая в топку разница? Вот какая в топку разница? Вопрос твоей жизни. Можно быть на 100% эгоистом. Там канал, есть какие-то другие способы заработать, еще что-то. Но то, что ты карму себе портишь, это прямо конкретно. Так, 50% 14 минут понадобилось. Для зарядки на 50%. Кстати, быструю зарядку можно же еще измерить температуру. Не зря же мы здесь все собрались. По вашему мнению, сейчас топ-флагман по совокупности. Хватит вот это вот дело делать с супер большими восклицательными знаками. Оно, конечно, со мной работает. Вообще никак он не греется. Молодец. 34 градуса. 36,2 лицо. 37 градусов. 38. Короче, 37 градусов при зарядке. Саня и выше спрашивал у тебя, а чата что лучше, 8 или 8 Gen S3? Чат ответил так, как я подытожил. Барс, ну я вроде сказал уже свое мнение. А вы можете уже решить сами. Посмотрите прожарку Turbo 3. Кстати, первая прожарка, которая, мне кажется, на моем канале для стримов наберет 10 тысяч просмотров. Вот. И с момента публикации 5200 у меня есть такое смутное ощущение, что она уже 8200 набрала просмотров. Не забываем прожать лайк. Все огромное спасибо всем, кто пришел. Не забываем подписываться. Будет 10 тысяч подписчиков здесь на канале. Буду здесь делать прожарки. Может, и не всего, как сейчас делаю. Да, ультрабыстрая зарядка идет. Но многого. Инсульт. Не получается подрабатывать. Инсульт — это прям беда. У меня у двоюродной бабушки было 3 инсульта. Ну и она лежит. За ней тетя ухаживает. Любое упоминание товара, плохое или хорошее, это неплохая реклама, узнаваемость товара. Юра Савин. Илюха, распаковка, 2 паковка вчера был, помните? И он отказался от предзаказа Huawei P70 Ultimate, или как там, вот этот, после стрима. Как вы думаете, мое упоминание помогло продажам Huawei, когда потом в его чате он записал аудюху, что он передумал, и за 130 кусков за этот кусок железа это плохая идея?
мои упоминания Huawei или Honor 90 с отсутствием стерео просто впарили людям дичь, или Infinix, это реклама хорошая, которую ни в коем случае не стоит покупать, я не шучу. Я не знаю, кем надо быть, чтобы пойти купить Infinix, Техно или Itel, при этом смотря меня. Ну, то есть, если вы смотрите мой канал, вы чуть-чуть разбираетесь в технике, я техникой живу, окей, но вы разбираетесь, это мусор. Его даже не покупают в скупках, вы скупки не найдете этот в России. В Азии можете, но уже мало кто покупает за 10% от ценника. Спас Илюхи семейный бюджет. Я и спас ему психику, он миллионный канал, нельзя миллионнику покупать такое. Ну, только если ему говорю, там, не знаю, 3 машины денег не привезут за рекламу того, что он сам купил это дело. Потому что кто в своем уме 130 кусков потратит на Huawei? Ну, все поняли. Если ты не блогер. Но опять же, вот надеюсь, что он и правда отказался, потому что его и так пошлют. А мы потом купим его дешевле 90. Вот услышите мои заключения, потому что у них, опять же, закупка была этих Huawei по 94, когда был доллар. Сейчас посмотрите, какой доллар. Я говорю, я шарю. Вот за цены в технике я шарю. И когда-нибудь, может быть, через лет 5 кто-нибудь либо на меня разнос сделает, узнает, как я зарабатываю, а я потом скажу, ничего не знаю. Либо я реально сам тоже что-нибудь сделаю, и вы поймете, что я прям шарю лучше всех в некоторых вопросах. А вам я плохого никогда не советую, не советовал. Поэтому стримы я сохраняю. Мне нечего скрывать. Правда, вот на прошлом стриме я вякнул по поводу победы и сказал, что кто-то выиграл, кто-то проиграл. Это как раз про то, что в каких-то местах победа считается поражением, и там победу не празднуют. Там не празднуют поражение. И это очень плохо. Вот сейчас я мысль закончил. Я думаю, все поняли. Но там по-другому тоже понять было довольно сложно. Что кто-то общую победу считает поражением. И от нее абстрагировался. Так, у меня 4. Что 4? Четвертое. Сделай обзор с IPS. Что обзор с IPS? IPS чего? IPS головного мозга, без шима. Моторола навсегда умерла. Ну почему на нее и обзоры делают, и где-то ее продают? Я говорю, а если в США долечу, мне кажется, что там Моторола много. Я накуплю. После стрима выложил обзор Сердж. Это его право. Я не хочу комментировать действия других блогеров. У меня есть мое мнение, моя аудитория, моя ответственность. И еще раз, я не претендую на суперобъективность. Но я рассуждаю, считаю, как покупатель. Потому что в отрыве от цены железку рассматривать нельзя. В отрыве от конкурентов железку рассматривать нельзя. Honor Magic 6 Pro — это днище позорное, учитывая, сколько хотят за глобалку. Все. Бесполезность, заметьте, зайдите на Авито, посмотрите, сколько этих смартфонов валяется. Страниц, не единиц. И поверьте мне, чуть-чуть позже люди будут готовы скинуть его просто за копейки, только чтобы скинуть. А вы его даже покупать не будете. И это разводилово тоже. Ну, как бы, потому что в отрыве от цены железку нельзя. И в отрыве от конкурентов рассматривать никогда. Вот. Только если это не рекламный обзор. В рекламы везде шильдики, Itel, Super, Infinix, Super. Это не я фея. Может быть, я не прав. У каждого есть свой взгляд. У людей намного больше, у многих, чем у меня просмотров. Только, как правильно замечают те, кто занимаются SEO, это оптимизация сеток YouTube и всего остального, у кого есть миллионные каналы, у меня же не просто так 127 миллионов просмотров на канале. Мои ролики работают потом, не на хайпе, потому что у детей есть много времени смотреть. Они прибегают, тебя разгоняют, тебя смотрят. А вот когда YouTube кто-то нравится, он рекомендует тем, кому он, кто ему нравится. За 21 минуту 72%.
И магия моего канала в том, что ролики потом смотрят, поэтому YouTube рекомендует, и смотрят их потому, что я думаю как покупатель. И да, у меня довольно топорные обзоры, топорные стримы, но вот когда ты делаешь все, это не простота хуже воровства. У меня они не простые, ни обзоры, ни стримы, но оно все вот так, на ладони. И, конечно, впарить, либо завлечь намного тяжелее, когда ты видишь четко по циферкам или по каким-то качествам. Это лучше, это хуже. Как Honor Magic 6 Pro может быть лучшим с его фронталкой в 4К 30 FPS? Это у DxOMark спрашивайте и у их рекламщиков. Как он может быть лучшим для кого-то или в чем-то, когда существует Huawei, ну, опять же, даже в их иерархии в Китае? Спрашивайте у них же, как может быть он лучше, когда тот же яблочный смарт или Samsung, вот мы вчера, ну, на прошлом обзоре смотрели, S24 Ultra 80 тысяч, и Honor, который ты потом просто, вот будет он, ты будешь с гордостью смотреть, как он у тебя за 80-ник после 120 тысяч висит на Авито, и потом ты будешь унижаться, продавать его за 60, и то вряд ли продашь. Ну, сейчас еще можно, потом будет скинуть. А потом ты будешь писать блогеру, да, кто тебе советовал. Но на это и магия. Люди все делают выбор сами. Это Roidme от DS32. Вот, так что я не снимаю с себя ответственность, поэтому я мало чего, когда рекомендую, повторяюсь, всегда на сейлах покупать что-то, и, как вы видите, никаких там суперфлагманов нет. Мне кажется, да, и суперфлагманы не продаются на сейлах люто. Это как автомобиль Cherry, так и победила Huawei. Погонял денек, потерял половину цены. Да, зато кто-то на этом хорошо заработал. Вот. Nokia уже все. Понятия не имею. Илья Марич, спасибо. Я думаю, что вы боты, поэтому вы уходите в бан. В первую очередь, потому что абсолютно бесполезные комментарии для чата и для меня. Еще раз, меня не интересует супер большие цифры. На 100 человек в онлайне этого достаточно для того, чтобы было комфортно общаться друг с другом. Пупа 70 Ультра опять заплатили. Александр Феникс. Я понятия не имею. DxOMark такая волшебная контора, я говорю, у нее Honor Magic 6 Pro с фронталкой в 4К 30 FPS с видео была на первом месте. Ну вот как их назвать, кроме как плохими людьми? 5 секунд. У нас все равно зарядка идет, а мне надо воды. Потому что без воды я загнусь. Так, я рекламу обычно не смотрю. Не ко мне. Ну вот вы спрашиваете про Honor, вы спрашиваете про Huawei. Я же говорю, я понимаю, сколько они потратили на рекламу. Все им, как это называется, все флаги им во все места. Удачи. Удачи. Я надеюсь, что чем больше подписчиков меня не услышат и купят их, тем мне лучше, потому что они вернутся. Знаете, сколько людей возвращалось после покупки всякого, которое я не советовал? Каждый человек кажется ему, что он умный. Ну, я не умный, но я разбираюсь в этой теме. Не хотите ко мне прислушиваться, прислушивайтесь к другим. Какой процессор 8 Gen 2 лучше? Никогда, Dimensity никогда. Под него оптимизируют все хуже. Я не знаю, вполне возможно, по каким-то критериям Huawei крутой, он классно фотографирует фото. У него всегда была проблема с автофокусом по видео, но DxOMark об этом вам точно не расскажет. А так я сравню его с 15 Pro Max, когда я куплю его в 2 раза дешевле, чем он сейчас стоит, плюс-минус. Нет, не кофе, это вода. Просто вода. Буду 8... Нет, Pixel 8a я буду брать на распродаже. Зачем мне дешевле? Придет. Но у меня пока хватает смартфонов. Видите, у меня уже Z-ки пришли. А35 не делал, S24 Plus не делал, этот не делал обзор. И еще эти два. То есть это из горячего. Ну, еще Z уже пришел. То есть вы понимаете, что мне... Ну и плюс мне нужен передых.
Я не могу клепать обзоры постоянно на смартфоны, потому что меня самого уже ушатывает. Ну и проще говоря, если я делаю обзор на смартфон, у меня вылетает минимум 48 часов. И даже вам кажется, что подсъема там чуть-чуть, там сравнений, обзор 30 минут, нет, это всегда какая-то жесть. Это всегда какая-то жесть. Смартфоны Motorola неинтересны. Не помню обзоров на Motor от вас. Они были. Вот видите? Еще раз повторяюсь, я полечу в Японию, куплю эти аквасы, которые никому не нужны, шарпы, кстати. Вот, и полечу в США, там закуплюсь всем, чем можно, вот эти вот BlackBerry и все остальное. Но, скорее всего, там будут прожарки и обзор одним кадром, а обычные обзоры я, наверное, даже делать не буду. Я не уверен пока. Еще, опять же, будет, если время и сила. Они есть MD VIC GR, и так у нас хватает беспроводных наушников, и топов тоже. Пока. Потом сделаем новый. Как вышло, что глобальный iQOO Neo 9 Pro хуже китайского? Я не слежу. Мне не важно. Прям вообще. Понятия не имею. Неинтересно. Я покупаю железку, а делаю обзор, иду дальше. Все. Я дальше не думаю, как имбецил в каких-то моментах. Но вот меня спрашиваете, iQOO Neo 9 китайский хороший? Хороший. Все, забыл. Sharp стоил 200к, сейчас стоит 15. Ну, это шутка такая или как? Я жду F6, F6 Pro. Хорошо. Я могу сказать тебе, Павел, что послезавтра будет у нас на него прожарка. Такая же, как сейчас. И обложку я сделаю завтра. Завтра понаделаю фоток. А послезавтра будем его жарить. Хорошо? Z9 Turbo. Павел. Он у меня здесь лежит. Мне надо забрать его в почте. Вот сейчас вниз спуститься и забрать. У меня очень специфичная жизнь и все остальное. У меня сын ушел, кстати, со стрима. Нил. Мне надо понять, что я говорить буду. Мы, кстати, дозарядили его, нет? 91%. 29 минут, 91%. Ноут 21 Meizu. Хорошо. Я за него рад. За Meizu. Взял SE4. SE4 это тот же Ace 3V. Да, я забыл. А схлопок кейса? Это прям, я понял. Я подумаю. Я думал просто хлопок в аудюхе. Сейчас я запишу себе. Записал. Некоторые делают обзоры на штативе. Хорошо. По 6. И в каком разрешении вы видите эти видео на YouTube? То есть, если я беру два смартфона, вы получаете 4К 60 FPS, половинку 1080p, а если вы берете 6, 10, 12 смартфонов. И еще раз повторяюсь, что я считаю, что некоторые смарты просто нет смысла сравнивать. И все. У всех своя модель того, как в их понимании, как зритель. Вам есть куда сходить, посмотреть подобный обзор, правильно? Правильно. Стоит ли переживать, что у смарта все плохо с шимом? Стоит. Если вы в нем сидите постоянно. Опять же, шимит он на какой яркости? Какой лучший процессор для игр? Eldos, это так не работает. Есть оптимизированные камни, есть есть оптимизированные процессы, есть неоптимизированные. Очень зависит все от оболочки. Хочу с Poco F3 перейти на кислород. OnePlus Nord STE 3. О, а не факт, что ты получишь лучшую камеру. Посмотри исходники, посмотри вообще, в принципе, обзоры на Poco F3.
Ой, на Nord SE 3. И там уже делай. Intel, да. С жидкостным охлаждением. Для игр лучше ком брать. Nord SE 4 за 34. Как думаешь, это перешитый 3V или прям Nord SE 4? Ну-ка, скинь мне ссылку, где ты его видел. За 34 тысячи. Вот, к чему это все, 32 минуты, 97%. То есть, в принципе, как я и сказал, что зарядка здесь 31 минута у меня в прошлый раз получилось, но в прошлый раз у нас была прям оригинальная. Вот. Можно дождаться. Дождемся 100%. 2% осталось. Жду обзор Huawei 6i. Да, но может они и лучше, но то, как упали 5i в цене, и то, сколько стоит 6i, это такое себе. Ну вот что они новое в наушниках могут придумать? Я не разгоняю, что это плохо. Ну, логично, что 5i купить, и можно купить что-то, что было сделано несколько лет назад, и уже батарея мертвая. Андрей, я в курсе, поэтому я и говорю человеку скинуть мне ссылку за 34 Nord SE 4. Обычно с этого момента начинают все плыть, а потом уже начинается какая-то лабутень. Зарядка у него отличная, но автономность важнее чекнуть. А я уже чекал. Я сейчас вам PC-марк покажу, и мы сейчас еще и погоняем его в играх. Я же не говорю, что... Поэтому я и сделал сегодня в 6 вечера стрим, для того, чтобы у нас была возможность нормально его погонять, как этот... Как и Turbo 3. Нет, 3V это не Nord 4. Это китайская версия Nord 4. И ценник у него другой. Есть еще в Nord 4, может быть, будет eSIM, я не знаю. Еще Android Auto, еще много всего. Гагита, как Гатита, я видел Nord 4 по 44 штуки, поэтому я и спросил у человека. Все, 100%, 33 минуты. 33 минуты. Так, понеслась. Первое, что мы делаем. Человек спрашивал про шим. Так, об устройстве. Сначала мы обновляем его. Правильно? Мы не ищем легких путей. Я скинул 2 ссылки. Нет, мне в личку. Не надо сюда скидывать, он и не пропустит. В телегу. В телегу мне в личку. Скиньте, и тогда будет все в огне. Устанавливаем. Что-то я просто проверяю личку, как-то я не вижу здесь никого. Я ненавижу Apple за то, что они не показали новые SE 4. Но это не ко мне и не к Apple. Стоит ли ожидать еще раз OnePlus 10T по скидке? Мне кажется, они распродали его весь. А почему вы тогда не купили? Объясните мне, пожалуйста. Ваша логика. Почему вы не прислушались ко мне, когда я писал «покупать»?
Что тут персональные настройки? Так, все. Дальше, наверное, чтобы всем было интересно, я переключу на менюху, собственно, смарта. Вот для этого я покупал вторую карту захвата, чтобы у вас была отличная картинка. Картинка отличная, я молодец, плюс мне в карму. Считайте это как супер-мега долгий обзор, в котором мы можем еще пообщаться. Я не верю, что если вы не можете найти моего личного ТГ, вы не сможете, вы сможете найти за 34 тысячи Норд 4. Кастинг не пройден. Вот. Так, понеслась. Что мы интересное видим? Распознавание речи, допустим. Регистрация, понятно, это все мелочи жизни. Мастер подарков. Настройка Google. Так, мне интереснее вот это. Модель вы видите, фронталку видите, оперативку видите. ПО установлена, версия. Вы разработчик. Я вас поздравляю, вы разработчик. Дальше. Возможности разработчика. Частота обновления. И Bluetooth, по-моему, здесь можно посмотреть. Вот аудиокодеки. Кому надо было. LDAC есть. Самое главное. О, 1 Гц. Здесь чего? LTPO у нас? Вы это видите? Не шутя. Это как? Ну ладно. По поводу автономности PCMark. Этот смартфон все и больше у меня уважения начинает получать. 8 часов почти, 7:59. На максимальной яркости, максимальной герцовке, не на увеличенной, правда, яркости. Work Performance 15800. Geekbench 8100, 8085 и 1821, 4228. 3D Mark. Результаты вы видите. Кстати, по поводу 3D Mark, здесь почему-то он считает, видите, устойчивость 57% всего. Для того, чтобы вы поняли глубину глубин, а здесь Extreme Stress Test 91. Wildlife Stress Test. Но если хотите Wildlife Stress Test, еще раз запущу и здесь, и здесь. Для интереса. Это будет долго. Wildlife Stress Test. Здесь смотрите. Wildlife Stress Test 81%. Ну-ка. Мне кажется, у меня что-то здесь произошло с ним. Смутно у меня есть ощущение. Ну-ка, раз. Он уже тепленький, ну и ладно. А этот холодный весь. Wildlife Stress Test. Еще раз. Чтобы... Прям мне кажется, что какая-то лабутень произошла. Это будет долго, мучительно, но это того стоит. Почему? Потому что два, получается, тротлинг теста очень сильно отличаются друг от друга в Realme. И по мне так быть не может. Мне не нравится еще здесь, что очень утоплено место под сим-карту. Вот какая-то такая лабутень. Не видно вам. Вот. Вот сейчас видно. Лоток как утоплен чуть-чуть. Нехорошо. Да, не может быть обычный хуже, чем экстрим. С картой захвата ты сделал... Нет, да тут даже не понятно, просто потратить 20 тысяч рублей ради чего, если я не понимал, я буду делать стримы или нет. Вот сейчас я понимаю, что если 200 человек в онлайне есть, не забываем, кстати, прожать лайк, то есть смысл делать стрим, есть смысл делать пруф, и это кому-то надо. Я же не знаю, до меня никто это дело не делал.
Но объективно на YouTube никто не делает этого. Ну и все, разумеется, не хотят тратить 3 часа своей жизни. Притом вы прикидываете, сколько еще часов подготовки. То есть это активация смартфона. Это все равно какая-то литература. Ну ладно, окей, я там немного читаю по поводу этой железки. Но это контакт с ней. Вот. И потом еще стрим. Это много времени. Даже фотку сделать, даже поделиться везде. Это все равно время, 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 время. А если это делать, то делать это системно. Ну, пока у нас с вами получается. И здесь больше себя заставить надо. Купить камеры. Найти там, чтобы у меня был 2 интернета подготовиться, чтобы не обломаться. Принять то, что у нас всего 5000 даже подписчиков нет на канале. Ну, тоже для меня, вот, допустим, это маленькая цифра. Вы понимаете, что все равно я уже все-таки блогер, у которого 450 тысяч на основном. А осознание того, что здесь и 5000 набрать сложно, это так. Ну, то есть у меня в голове, наверное, я что-то не так делаю. Наверное, контент неинтересный. Хотя, в принципе, мы, я думаю, завтра добьем 5000 человек. А 5000 человек это уже неплохо. Может, завтра добьем. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал с колоколом. У кого какие вопросы, пишите. Пару слов про звук. Пока не будет, давайте пройдет тротлинг-тест и напомните. Стерео здесь. В турбо очень плохой звук. Но плюс в том, что здесь у нас в турбо третьем прямые грани, а здесь у нас они водопад решили сделать. Скинул в ТГ личные сообщения. Так это не Nord 4, это SE 4. Это не Nord 4. SE 4 не надо покупать. Вы SE 4 с Nord 4 не путайте. Может быть, я неправильно прочитал. Но это вообще разные смартфоны. Ace 3V это бомба, пушка, гонка. Ace 4 SE это не бомба, не пушка и не гонка. Донат включен. Подожди 5 секунд. Сейчас я увижу. Бар, спасибо за то, что картинка стала четче. Спасибо. Hateful Person. Подскажите, я правильно понимаю, что Realme Neo 6 SE имеет водопад с искаженной видимой картинкой на краях? Я уже человеку просто так ответил без доната. Да. Да, водопад с искаженной картинкой. Сейчас. Nord 4 еще не вышел, Саня. Lorn, Мозг, 3V, Ace 3V это и есть Nord 4. Дайте мне терпение. Он про него изначально и говорил, хорошо, Sweep, значит, я неправильно понял, потому что SE4, я уже в них запутался. Подождите, а я делал на него обзор? SE4 Lite. Почему я на него не сделал обзор? Так он древний, нет? SE3 Lite. SE4 Lite. Не вижу, подождите. SE4 Lite. Сейчас, если он меня пропустит.
Очень странные дела, если честно. Так, я замерз уже. О, я его не тестировал. А почему я его не тестировал? Почему я его не покупал? Нет, это SE4. Nord SE4. 34 штуки. Это нереально клевый ценник. Как вы говорите, его нету? Он уже есть. Из спеки SE4. Очуменно. Ценник просто класс. Понятно, что он в минималке. Это не лайт. Хотя было написано лайт. Очень странно, ни у кого обзоров нету. То есть он у них глобал или это перешитый? Кислород, Oxygen. ВС. И они его уже распродают. Сейчас я сравню их. А, ну Waze 3V на 4 гектара оперативы сразу, сходу больше. Больше памяти. Тип памяти UFS 4.0. Значит, все-таки S4 он поскромнее будет. Опять же, если это правильные спеки в интернете. И разрешение выше у экрана. Да ладно. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Видите, у меня не было в руках S4. И получается, что в S4 даже разрешение хуже. А, в SE 4. Почему-то SE. SE 4. Nord 4. Нет, стоп. Nord 4. Не-не-не, это разные смартфоны. Все, как-то я повис. Не знаю, что это за смарт, не тестировал, советовать не могу, но по спекам все плохо. Да. Да. Не советую. Ну, когда мне пишут какой-то смартфон, которым я не знал, не слышал, не видел, не планировал покупать, для меня это легкий шок, с одной стороны. Чувствую себя ущербно, но, видите, разобрался, понял, что я не видел в распродаже даже его. SE4 недавно вышел на индийский рынок. Но я теперь поищу. Окей. Все, продолжение унижения. Nord 4 SE. SE4. Он, наверное, 1022 должен стоить. Но вот по спекам 22 это предел прям. Ну, по мне. Может быть, вы как-то по-другому на это смотрите. И вы считаете, что он должен стоить дороже. 29 тысяч рупий. На Алихе не вижу его пока, только чехлы под него. Ну и подождем. Подождем его. Прикольно, его уже завезли, получается. Но мне кажется, завезли как раз по то, чтобы люди путали с четвертым нордом и шли покупали. Да, Барс. Ну вот сейчас я также повелся. Он такой, как-то и разрешение хуже, и все хуже. Вот смотрите, здесь видно, кстати, хорошо, что турбо третий, несмотря на то, что он такой весь холодный был, он сбросил яркость, а Redmi не сбросил. Но FPS, видите, тридцатничек. Но он стоит должен до 20-ки SE4. 20, мне кажется, на распродаже стоит. Там вообще ничего нет такого. Ну окей, 21, 22. Я повторяюсь, мы помним, что курс уже просел, и курс-то уже не 94. Сейчас я проверю, курс биржи 91, по-моему, был. Курс доллара. Курс приятно показывает циферку 91,80. И был 91,12. Но он такой пока еще не настоящий, потому что нам надо, чтобы выходные закончились.
А учитывая, что закупка валюты закончилась, то мне кажется, что несмотря на то, что продажи выручки там 80% и все остальное, я очень надеюсь, что доллар будет проседать. Точнее, не доллар, а рубль будет укрепляться, ему никто мешать не будет. Алексей, меня не интересует, откуда вы берете информацию. У меня есть 3, Ace 3V, и я знаю, за сколько я его брал. Это такой же Nord 4. Вот. 12 уже прогонов. Долго и мучительно, да? Будете делать обзоры на раскладушки? Я пока не знаю. Если у меня не будет девайсов, да. Если будут, то нет. Потому что мне их не смотрят. Мне кажется, что вообще мало очень покупателей интересуются подобными типа устройствами, а не из покупателей. Ну вот я себя просто ставлю на место человека, который планирует покупать раскладуху. Я куплю Samsung. Все. Ну, то есть, а смысл обзоров? Ну, может быть. Это должно быть потом. Выручка за бургром остается. У кого, Олег? Вы это к чему? Кто-то прибежал и про выручка за бугром остается и убежал. В поиске 4 выдает SE4. Платить надувалово. Да. Poco K12 в Китае на 8 Gen 3. Ну, посмотрим. Я же говорю, я буду покупать по-любому OnePlus SE4 Lite. Или SE4 просто, да, SE4. Фолды. Розенбаум, еще раз повторяюсь, будет у меня желание, не будет у меня смартфонов, наверное, куплю и фолды, и флипы. Пока я не вижу вообще смысла никакого в них, потому что люди у меня не смотрят на них обзоры, потому что у людей нет столько денег. А если у людей есть столько денег, то они покупают яблоки, последние айфоны, и последние айпады, и последние макбуки, и все. Вот. Это мое мнение. Поиграться с китайским каким-нибудь там Vivo, OnePlus, еще чем-то, ну или потом оставить как игрушку. Не знаю. Самсунги, да, тема. Ну, многие ими пользуются. Может быть, куплю. Но... Нет, я видел, Денис, раскладухи у людей, но в основном это у людей, которые их и продают. Рулерма, спасибо, что за то, что пользы нет, любите. А GT заточена ближе к играм. По-моему, все уже люди-кони смешались в этой технике. Да, точно не про камеры. Получается, сенсоры у них вообще одинаковые. Лид 600 или 822. И в Realme 12 Plus такой же сенсор, что и в этих двух суперустройствах. Но здесь прям ярко видно, до какой степени у них яркость разная. То есть как сильно сбросил яркость Turbo 3 и как практически не сбросил яркость Realme не сбросил. Очень хочу, чтобы дожил он, и потом уже будет видно. Но прямые грани у Realme мне импонируют, конечно, побольше. Донат. Брут. Фас. 5 секунд. Евгений, приветствую. Заказал по твоей рекомендации 13 плюс Pro. Оплатил госпошлину, жду. Офигел, когда он увидел его в ритейле за 49. Да, он топ до 30. Хорошего стрима. Спасибо. Аноним. Здравствуйте. Какой смартфон можете посоветовать до $1500? iPhone 15 Pro Max. Все. Можете S24 Ultra на Авито по 80 тысяч, это $800 купить. Все. Топ-10 флагманов на канале. Джеки, чешутся руки на Nothing 2. Огромное спасибо тоже тебе, анониму. Сторговался до 50 тысяч. Дорого. Какой объем памяти? Барс. Ну ты уже мне уже писал, я уже тебе отвечал, спасибо. Сейчас я тебе скажу.
Какой-то ценник ты просто называешь неприличный. 48. Новый? Новый? Если новый, то... Ой, не стоит. Ну, бери, но цена нормальная, полтинник за новый. Но по мне не стоит. Я сейчас, кстати, подожди 5 секунд, еще посмотрю кое-где. Я не знаю, где ты там сторговался, потому что телефон максимально непопулярный, не стоящих своих денег. И новые на 12 512 57, 12 512 новые 50. Вы в каком городе живете? Можете уточнить. 44 в Питере. $39 новый. 44. Не советую. Откройте Авито. Не будет ли приводить нынешняя погоня от суперяркости? Ну, во-первых, вы не будете же использовать эти 2100 люксов на ярком солнце, правильно? А 900 люксов абсолютно нормальная яркость. И опять же, по моим меркам, за 2 года AMOLED, если ты его не вырубаешь, он выгорает напрочь. Никита, привет. Тоже 12 на руках, пока Palace My Love. Ну вот, вот и порешили. Через один прогон сможем оценить яркость, но я говорю, турбик прям ушел в никуда и не обещал вернуться. Это по поводу 8S Gen 3, да? Перешло все в то, что мы на Turbo 3 стали делать сравнение. Нужен Band 7 однозначно. На полноразмерные мало. Так полноразмерных мало выпускают. Ну и опять же, полноразмерки можете какие-нибудь там Базеусы взять или Halo за 2000 рублей, и будет вам радость. Потому что Next Level это все-таки уже, я считаю, либо анкера, там уже ценники другие, а после анкеров идут уже Соньки, все. Ну, Соньки тема, прям вообще. Безумно всех рад видеть, особенно спасибо тем, кто приходит и общается, потому что, повторяю, что у нас комьюнити, то есть у нас тусовка, как хотите называйте, ну, курилка, я против курения, по интересам. Можете считать, что я ангажирован ценой. Это, наверное, единственное, чем я ангажирован. Артур, с какой целью интересуешься? Адрес дать еще. Сразу видно, что вы не смотрите мои ролики. Но это хорошо. iPhone и Galaxy S24 сильно проигрывает китайцам любым. Сердж, я могу с вами поспорить, но, опять же, это ваш выбор. У меня вообще ни с кем не было проблем по связи. Если в бункерах тестировать, может быть. Но там уже другая история. Там тогда лучше защищенки вообще ловят отлично. Любой, но хочешь верь, хочешь нет, мне Palace 12 удобнее. Ну, потому что вы еще привыкли к Palace'ам. Так, 59 все равно стабильность. Все равно 59. Но яркость 918 люксов. 920. Здесь 78 стабильность, но яркость 260 люксов. То есть, да, он с устойчивостью не справился у нас, но нас что интересовало? Правильно, яркость. По яркости 200 с лишним люксов, это, конечно, вот все, что надо знать. Все, что надо знать о Turbo 3. Не будем о грустном, будем о хорошем. Мы же не про Turbo 3 общаемся, правильно? А меня интересует, да, больше как пользователя, чтобы смарт не сбрасывал яркость. Через Game захожу, хотя можно было бы выйти. Боковая панель, Explore Games, разрешить, выхожу. Так, режим GT.
Non-GT mode. Да что ж такое? Я не люблю вот эти вот штуки все. Отмена. Settings. Manage. Видите, смарт на русском, но, кстати, можно было бы ради интереса 3D Mark провести здесь, через игровой режим, но нет. Не ищем легких путей. Уже прогнали. И понеслась. Все готовы? Нет, Артур, у меня магия. У меня есть знакомые, которые пишут, записывают все свои траты. Я так не могу. Вот, ну, я психологически себя, наверное, с подросткового возраста подвел под такую тему, что, ну, я слушал людей, которые много зарабатывают, и в моей семье их хватало всегда. Есть два пути. Правильный путь и неправильный. Вот я выбрал неправильный. Неправильный путь – это когда ты помнишь о том, что в 30 лет, в 20 лет ты хочешь всего, в 30 уже меньше. Вот сейчас мне 40, ты хочешь уже вот так. А когда тебе будет 50, ты будешь хотеть вот чуть-чуть. А потом 60 и еще меньше. И если ты сегодня будешь себя в чем-то ограничивать, но опять же то, что тебя не убивает, разумеется, против алкоголя, наркотиков, табака, ну там неконтролируемые покупки, ты считаешь, что их неразумно, еще что-то, послезавтра тебе этого просто не захочется. А если тебе это просто не захочется, это будет прям совсем печаль так жить. Почему печаль? Потому что, ну, тебе не надо будет того, чего хочется сегодня. То есть хочется тебе это какую-то супердорогую футболку бесполезную. Как вот я, допустим, не рассказывал про грамотное потребление, еще что-то, бери, если это не в минус твоей жизни, если ты от этого питаться не будешь хуже. И вот то же самое, если я буду считать, сколько я потратил на железках в минус, я думаю, что я в плюс. Ну да, если утопленников считать и как это называется? Если считать утопленников, то да, то будет все плохо. И потерянные телефоны, разбитые. Если их не считать, то в основном все в плюс. Так, не вижу здесь отслеживания FPS и всего остального. Ну и ладно. Touch Optimization. Quick Start, Cleanup. Ну и ладно. Мы все равно будем видеть FPS в нижнем правом углу. И этого нам будет достаточно. Никаким, Артур. Иногда бегаю. Иногда плаваю. Все очень плохо со спортом. Но сейчас сын приедет на 2 месяца. Буду каждый день бегать с ним. Нужно пример показывать. Положительный, а не отрицательный. Так, мы уже не видим 90 FPS, но это пока. Потом, может быть, увидим. Так, кстати, по поводу звука. И напомните мне потом шим проверить. Нормальный звук. Прям хороший. Лучше, чем на турбо, по мне. 3 года поддержки Realme точно хватает. Денег на 3 точно сам на них сижу. Хорошо. 7-й бенд есть. В режиме ProRes нет. Я снимаю обзоры в обычной камере, в обычном режиме. А шорты я раньше снимал в 4К 30 FPS кинематографический режим. Это другое. А ProRes, вы имеете в виду, это уже, если ты прям фильмы снимаешь. Я не из тех, кому нужна суперкартинка. То есть это же от человека, наверное, зависит. Мне интересна информация. То есть отличаться по подходу, по информации, еще почему-то. Опять же, отличаться. Окей, я бы копировал кого-то, если бы я мог. То есть я бы мог сказать, что я там хотел бы делать вот это, вот это, вот это, но я не могу. То есть это как, я говорю, что там шорты бесполезны, еще что-то, не та аудитория. Но мне просто не в кайф их делать. То есть даже если бы мне просто говорили там, вот мы тебе сделаем шорты, у меня же есть люди, которые могут сделать мне шорты. Мне даже, ну, утрированно там текст надо будет просто начитать и все. Но меня ломает всего, у меня контент другой, и мне не хочется. Если захочется,
Я даже, видите, распаковки сейчас уже не делаю в шортсах. Я не понимаю, зачем мне это надо. И все. На смартфонах Palace есть боковая панель. Здесь тоже есть. Видите? Все есть. Дропаемся ночью. Процент заряда. Во, 87%, да, и зарядку засекаем. Старт. Ух ты, ёшки, там уже кто-то бежит. Опа. Был фриз. Прям фриз. Так, а что, он, может, что-нибудь залутать успел? Ничего ж себе, он залутался. По-любому бот. Люди, которые залутываются на таком уровне, это все боты. Так. Очень сильно мешает водопад в игрухе гонять. Не сильно, но мне вот, я даже вы сейчас сказали, раздражает, что он не мешает, но он раздражает. Вот я вижу, что верхняя панель искажена, и мне не нравится конкретно. То есть кому-то может это дело нравится. О, броня третья, не шутя. Можем даже погонять дольше, чем 5 минут, если повезет. Всех безумно рад видеть. Спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайк. Я попугай. Про донаты молчу, про лайки не молчу, потому что даже, наверное, комментарии просто лучше напишите какой-нибудь. Тогда что? Тогда вам придется подписаться. Так, прицел X6. Опа. Там какой-то тип еще бегает. По-любому, если бежит сюда, то значит бот. Да. Так. Есть iPhone без режима ProRes, снимает видео лучше всех. Еще раз. Вы открываете YouTube-канал, называется Польза.нет, и смотрите любой обзор. Все обзоры сняты на iPhone 15 Pro, либо 15 Pro Max. Больше ничего не используется. Только для входа-выхода я использую Sony FX3 и для подсъема менюхи в смартфонах. И то, чтобы себе говорить, ну я же блогер. Ну, вот это единственная причина, зачем я их использую. Ну и сейчас я стримлю, соответственно, на две камеры. Sony Z10VE. Опять же, тоже, ну, я пытался iPhone использовать, не получилось у меня никак. Тут боя. Экран какой-то четкий, нерыхлый. Тут боя. И чего? Ну, есть такое чуть-чуть. Как вы это видите через картинку вообще? Вы мне объясните, если я здесь вижу 1 Гц, это LTPO здесь или нет? Или это какой-то глюк внутренней программы? Потому что за эти деньги LTPO это как бы гипер круто. Ну все. Не хватает теперь только шлема и все. Троечки. Смарт классный, мне нравится. Пока. Очень. Пока. Хотя 61 FPS было пропадание сейчас. 85, 89. Да, 60, 58, 62. Вот она оптимизация нулевая, видите? Свежие смартфоны с нулевой оптимизацией.
Все Соньки всегда. Твои самые та-та-та. LTPO согласно официальным спекам. Да, ну это прям круто. Если бы как-то понять, как Xiaomi сделать так, чтобы он не сбрасывал яркость, что я вроде бы и в турбо-режиме его гонял, а как только не делал, очень слишком сильно. 260 люксов это вообще ни о чем. То есть одно дело с просадкой FPS играть, рано или поздно они дооптимизируют под PUBG. X6 Pro за 24? Нет. Ждать распродажи, покупать за 21. Валерий Степин. Скажите, нормальный игрок из рук смартфон не выпускает во время игры? Так, Victus 2. Не шутя. Не, ну как бы, ну, крутой экран. Может, рыхлый кому-то, но по спекам он крут. Видите, он пропадает до 60 FPS. Хотя у нас режим GT включен. Единственное, может быть, знаете, в чем еще дело? 120 теперь показывает. Мне кажется, его колбасит. Вот почему. Сейчас 5 секунд. Все равно мы же бежим. Надеюсь, он не выгрузит его. Настройки батареи. У меня зарядка выключена. Режим энергосбережения выключен. Вот так. И другие настройки. Без оптимизации. Не оптимизировать. Не оптимизировать. Не оптимизировать. Вот может быть, как мы помним, да, вот в этом беда. Если без оптимизации, может он будет показывать нам 90... Нет, не показывает он 90 FPS пока. Не хочет. Чем ему еще помочь? Да никак, я к Dimensity как были, Dimensity так и остались. Жаль, что Vivo их ставила на свои смарты. Что я могу сказать? Все. Не забываем прожать лайк. Все, кто пришел. Не забываем досидеть, досмотреть, дообщаться. Нас много. 300 лайков набрали. Норм. С чего режим GT выключен? Вы вот это вот видите? Вот это вот видите? GT. Идите туда, откуда пришли. Не смотрите стрим? Плохо, что не смотрите. Федор Каминча. А разве я на Zenfone 11 не делал на ультру обзор? Neo 9 или Neo 9 Pro? Смешно, Иван. Посмотрите обзоры, пожалуйста, и прожарки мои. И вы сделаете мне просмотр, потому что вы просто приходите и убиваете мои просмотры в нуле. Такие, мне лень смотреть обзоры, я приду, лучше спрошу и все. Андрей, привет. 60, 120 и потом будет 60. Ну, хорошо. Барс. Или плохо. Ну, ладно, это плохо. Так, мне, наверное, надо все-таки транспорт искать, да? Иначе меня сделают сипуку мне помогут сделать. Две минуты. Я даже не дойду за 2 минуты, не добегу. Нужен транспорт. Да, будет обломно погибнуть, конечно. В такой хорошей катке, в которой можно было бы жить долго. И проверить автономность долго. Проверять. Так. Не видим ничего. Весь транспорт забрали или взорвали, да?
Написали GT, значит позиционироваться как игровой. Ну вот как с игрового у него и спрашиваем о нем. Раз, два. Через 40 секунд меня вообще долбить начнет, если я не найду транспорт. А до зоны еще как до Китая. Да, как-то мне вообще конкретно не везет. Есть. Лечимся и потом едем. Ага. Ну, это будет быстрее, чем пешком. Или не будет? Нет, не будет. Все, кирдык мне. Проверю Ашим обязательно. 90 FPS показывает. Я не знаю, что ты там говорил. Прогреется, будет 60. Пока прогрелся и показывает 90 теперь. Прям унизительно. Умереть, потому что нет транспорта, да? Здесь кто-то погиб, пока бежал. Так. Мне сказал, что я бинтами буду докидываться. Игрушка, конечно, огонь. Ёшки, сейчас я попытаюсь пробежать. Я даже зону вижу. Будет обломно сейчас погибнуть. И не добежать до зоны. Сколько вам тут? 1.300, 1.400. Какие игры люблю, в те играю. PUBG. Может, 11-й Zenfone будет компактом. Он уже вышел, нет? Вот. Все, в зоне. Наконец-то. Все. Стоп. Как-то это не PUBG.
PUBG New State. Ух ты, ёшки. Спасибо. Не увидел я его. Но наши типы видят. Ага, его уже кто-то долбит. Надо было не идти. Ладно. Напарники могут помочь. Не, я думаю, что не помогут они. С криками. Не часто выпускают обновления, да. Asus точно не является чем-то супер-мега крутым. 15 минут. 82%. В принципе, смысла нет. Сколько было процентов? Не, наверное, надо все-таки 30 минут погонять, чтобы сказать, что яркость он не сбрасывает. Что пока да. Realme будет на 8S, тот же самый проц, но более высоких частотах. Хорошо. 8 Pro Tencent версия. Продавец отписался, что, мол, в Global на Tencent аппаратная начинка и одна, и Band 20 будет работать. Я знаю о том, что если бы вы меня смотрели, у меня был обзор по этому поводу, и стримы по этому поводу, и вы бы у меня не спрашивали, потому что, скорее всего, знали бы какие-нибудь вещи от меня бы. Но вы же не смотрите. Напоминаю, канал Пользы.нет, есть обзоры на Realme, на Asus ROG Phone 11, 8 Pro и 8, и Zenfone 11 Ultra. Этот смартфон не может быть глобальным. 6SE, вообще, по-моему, и 5SE не было в глобалках. Может быть, я ошибаюсь. Опа. Ага. Аккумулятор все-таки не захотел работать. Получается. Напрямую. Ладно. Не хочет он. Давайте я поменяю ему аккум. Ему будет комфортнее. Так странно. Работал он без, получается, аккума. А потом сказал, что нет, друг. Давай-ка ты мне лучше. Давай аккумулятор. Без него работать не хочу. Ну окей. То есть на питании 10 ВЕ не захотела работать, одна из двух. Сонька. Все равно еще идет подбор игры, поэтому ничего критичного в этом нет. И смотрим, что у нас по камере. Все в огне. Подбираем матч. Неестественная улыбка. 888 доля бы не дотягивал. Ген 1. Угу. Не в глобалке, а в Индии. Что не в глобалке, а в Индии? Так, 5 секунд. У меня аккума. Вдруг он скажет, что все равно не нужен аккумулятор. И зарядки недостаточно. Прикиньте, 5 лет минималка для комфортного использования нужна лям вантуту. Да я думаю, что и не 5 лет. А года 3 так. Склоняюсь к про-версии. Понятно. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Подбор матча идет долго и мучительно, но рано или поздно он придет. Артур, будете забанены. Не хотел. Годик.
6SE выйдет в Индии как 6T. Ну, так это глобалка разве? Режим Джека. Да неважно мне, в каком режиме бегать. Все разы, что я играю в PUBG, почти всегда вы видите в обзоре. Я очень редко играю без обзоров или стримов. А, нет, яркость он сбросил. 670 люксов. Ну, не так печально, как турбо, но все равно печально. Есть. Имеет ли смысл менять Realme 11 Pro Plus на Samsung A55 из-за камеры? Это только вы себе сами можете ответить. Лучше ли камера на Samsung A55? Да. Нужна ли она вам? Решайте сами. Я за вас не решу. Мне кажется, за вас вообще никто не решит. Такая вот жизнь. Все. На этом мои выделывания в PUBG закончились. Да, конечно, то, что он сбросил яркость, это неприятно. Немало, конечно, но... Ну-ка, давайте-ка. 600 люксов, мало. Мало. Еще и фризы такие. Ух. Какие-то точки. Извини, что? Я слепой не вижу, настолько он прогрелся. Намного. Тридцать шесть и шесть. Но погрелся он, кстати, минимально. Но яркость он сбросил прилично. Несмотря на это. Так, летим. Мы пока можем заползти в яркость экрана. Может, это просто... Нет, 776 люксов. Надо сюда забегать. Потому что в шторке все-таки ниже яркость. 776 это уже другая история. Так, через минут 5 посмотрю в 30 минут. Через 7. Почему BBK сделала зарядку 240 ватт? Поняла, что для продаж этого не помогает, и все. Смотрю в записи, попал на лайф и пользуюсь случаем. Спасибо большое, Олег. Передаю вам тоже привет. Иван Иванов. Производители начнут ставить экраны с шумом до 10%. Денег нет, но вы держитесь. Потому что были бы деньги, могли бы ставить. Так, кажется, пока я с вами общался, я не туда дропнул тусовку, и она не очень рада этому. Зато, с другой стороны, есть чего здесь набрать, налутаться. Спокойное место, как говорится. Тихое место. Ну и все.
Я уже не заметил, как 50 зрителей ушло. У нас больше 100 человек в онлайне, друг. У меня аудитория взрослая, и если мы общаемся, сидим, это вообще круто, что если 100 человек имеют время на это. Смартфон не такой супер популярный, и вообще с игр часто все уходят, потому что матик через недельку. И плюс, да, ночь. У меня уже без 15 час. Какой процент шима мы еще не проверяли. Через 5 минут будем проверять шим и все остальное, потому что сейчас мы хотим узнать, как смарт ведет себя в играх. Потом шим. Ну, 6SE не было плоские экраны. Мне кажется, что это видно было в рекламе, нет? Или не было видно в рекламе? И FPS, конечно, падает вообще люто. И до 45 тоже. Да нет, он и с играми неплохой, потому что главное в играх это не то, что он 90 FPS должен держать. Минимальные настройки ставишь, он будет летать, а то, что он практически не сбрасывает яркость, и это очень хорошо. Угу. Чувак был похож даже не на бота. Обычно боты столько не снимают. Ну, как говорится, все бывает, так сказать. Может и бот. Ну, нет, скорее всего, бот, потому что с пулемета был... Хотя, с другой стороны, смотрите, как он меня хорошо подцеплял. Прям лютый, я бы сказал. По бронику. Спасибо большое. Еще один вопрос. Хочу поменять блок зарядки с китайской вилкой на нашу вилку. А зачем, если вы можете просто купить переходник? Лишние траты. Ради чего? Все. Обновили броню. М. 715. Это можно два набора. Раз, два. Заказать сюда. М. Окей. Опа. Хорошо, что бот. Иначе бы мне был благополучный конец. Так, у меня, например, 120 ватт телефону год, износ 7%. Ну, немного это износ. Считаете, что это большой износ? Считаю, что небольшой.
Опа. «50 FPS, да. Такая себе у него пока оптимизация. Здравствуйте. Как смартфон себя показывает? Неплохо, не хорошо. 30 минут прошло, кстати. Смотрим, заряд 78. Сколько был до этого? По люксам. Мне кажется, он моментально восстановит сейчас, пока мы в экран заходить будем. 700 люксов, да, он восстанавливает очень быстро. Хорошо. Попробуем его больше промучить. Умру и будем уже отслеживать. Но вообще 30 минут, 78. Было сколько? Друзья, вспоминаем. Восемьдесят семь. Ну, 18% в час. Очень-очень круто. Очень круто. Очень мало ест. Пока. Опа. Двух из трех вальнули. И того тоже. Не успел я до них добежать. Да я бегу. Терпи. Бегу. Вижу. Я уже понял. Вижу его. Ну, они вроде ушли уже все. Опа. Все. Ну, пока намного лучше себя ведет, чем турбо. Я не вижу смысла в Гену. Хотите, чтобы чуть-чуть в Гену поиграл? Или не надо уже? Яркость не сбросил он. Ничего ж себе не сбросил. 310 люксов, не понял. То есть он как-то, мы зашли в Гену, он такой сказал: нет, друг, я так не играю. Или мы доиграли до того момента, когда он сломался. Мы доиграли до того момента, прикиньте, вот они, 30 минут, когда он сломался. Прикиньте, 35 минут понадобилось. Вот он возвращает яркость. Либо как только мы заходим в Гену, он сбрасывает. Ну, пока так. Ждем. Это прям интересный момент.
Ваши ставки это 35 минут или просто Гена? Он испугался Genshin Impact? Или это последняя капля была, когда ты заходишь в Гену, он такой, не, все. Ну, Universal мы только что ее ощутили. Просто загрузка и все. По сути. Ну, пока да, пока это фиаско. Давайте я выключу, он потихонечку возвращает яркость. Неужели это реакция просто на Genshin Impact? Он не горячий, он холодный. То есть смарт холодный. Ну, 37 градусов после игры в 35 минут на Гене, в этом, в PUBG, New State, это прям норм. Вы видите, что я не сделал? А почему? Я же выставлял 120 Гц. Не понял. Я выставлял 120 Гц. Он сбросил, получается, в настройках. Все, он вернул яркость. Хитрые какие, а? Допилят прошивки? Может, но мы сейчас просто тестим. Мистер, зато на айфонах она в 120 FPS или еще в чем-то через 1,5 минуты становится с яркостью этой Гена в 180 люксов. Настройка слетела, да, Кастро? Очень странные дела, ну ладно, вот так. Прям как триллер какой-то, да? Такой. Что смартфон будет делать? Заказал Turbo 3, понять не имею, не живу в Гонконге, и даже если бы жил, я не работаю в почте Гонконга. Я очень вам сочувствую. Turbo 3 это Poco F6, я бы просто подождал. Повторяюсь, 23 числа будем общаться. Скажу, что по камерам я просто примеры фоток и видео накидаю вам, и все. Ладно? Lenovo 2022 Gen 2. Вот, нам надо шим проверить, точно. Что дорого? Бесшимные экраны дорого, наверное. Так подождите, у Lenovo IPS-ный экран. Барс, у IPS нет шима. Почти ни у какого. У них же не AMOLED и не OLED-овский экран. Всем доброго вечера. Огромное спасибо, что зашли. И у меня тоже в комментах и в личке спрашивает народ, я понимаю ли, что то, что я не общаюсь ни на темы никакие, кроме железа, они очень сильно сковывают аудиторию. У меня не будет много людей, пока я не начну говорить что-то. Но нету на канале мнения моего ни по поводу чего, по поводу железок есть. Хорошо, что оно есть. Вот. Потому что я уверен, что, допустим, в Европе или Америке я бы не смог делать обзоры на железки и не думать, что меня потом засудят 550 тысяч компаний, и я пойду потом лесом. Там так не получится сделать. А здесь у нас можно честно, насколько это возможно. Опять же, мнение всегда все субъективно. Оно не может быть объективным. OLED-экран на Lenovo на планшете. Василий, взаимно. Юзер. У меня телевизор на IPS матрице с полосами. Мистер Л, я еще раз повторяю, что на дешевых IPS может быть шим.
F6 они не вышли. Ну вот, первое, F6 Pro мне послали. И многим блогерам тоже. Точнее, всем блогерам послали, а потом у меня народ спрашивал. Я написал, что пока не будет, потому что они не хотят мне ничего посылать. И они написали, я неправильно их понял, потому что они каждый раз, в общем, говорят, мы тебе пошлем, в итоге не посылают. Вот сейчас пошлют, я его разыграю Poco F6 Pro, а Poco F6 это вот Turbo 3. Все. Как бы все просто. Но мне еще не посылали ничего. Мне послали, я не знаю почему, в итоге. Загрузка данных. Как-то он думает долго тогда. Но это не важно. Главное, он додумал. Сейчас мы выставим FPS. Нет, Барс, я не помню, потому что когда у тебя 300... Какое 300? У меня обзоров где-то 500 в год. Я не помню. И OLED-овский экран это дорогая тема, а у Lenovo обычно они дешевые, все планшеты. Я более-менее помню смартфоны, и то не все. Поверьте мне, если бы вы сделали тоже хотя бы, не знаю, там 150 обзоров, вы бы все не помнили. Это я не оправдываюсь, я не претендую. Я поэтому у вас и спрашиваю, что на OLED. Вчера обзор на Poco F6 было. Ну да, технически, да, я считаю, что это и был Poco F6. А что он вылетел? А, ну да, я его выгрузил. Ладно, сейчас зато быстро будет загружаться. Ну-ка. Заодно оценим. А, нет, мы не оценим. Сейчас надо подождать, когда он шейдеры загрузит. А потом уже включать секундомер. У меня даже на EPS выгорание было. Еще у кого-то был, кстати, AMOLED. — 2022, вы прикиньте, это было 2 года назад. OLED-овский он там, все правильно. OLED, не AMOLED. Ну и стоимость у него и гигей. Я понял, про какой вы планшет. Я вспомнил. Тот, который на штуковине этой. Нет, Максим. Не видел. Тесты можно сделать по-разному. У меня есть примеры одинаковых условий, одинаковых фоток. Лучше для себя решайте. Сейчас 5 секунд. 21 секунда, и мы в загрузке. Но минус в том, что он уже, по-моему, сбросил яркость. Запоминайте, 74%. Я его не закрыл. Стоп. Мне такое ощущение, он сразу заходит в гену и сразу сбрасывает яркость. Да, прикиньте, он заходит в гену и сбрасывает яркость сразу до 360. Такой хитрый вообще. Ну-ка, и сейчас частоту смотрим. Не, он частоту не сбросил хотя бы. Но это, конечно, да. Ну, с таким лайфхаком, ну окей, поиграем чуть-чуть. 74%, 15 минут можно поиграть. Очень хитро. Очень хитро. Да, 360 люксов он ставит, и все. Защита у него от гена. Вот так они обновили его на 15 мегабайт, наверное. Специально, чтобы не говорили, что в гене просадка до 30 FPS. А 30 FPS почему? Я выставил 60 в настройках. Ну-ка. Специально вышел, зашел. Ну-ка, ладно, 60.
Может, ты сглючила. Может, я сглючил. Ну-ка. 48, 51. Давайте-ка. Ну-ка. 51. Как интересно. Я вроде выставил 60 FPS, но он не сохранил, скорее всего. Так, разовьем щиты. Разрушаю щиты. Все. Когда пресеты графики ставишь, тогда он ставит 30 FPS, независимо от мощности. Я знаю, что он выставляет независимо от яркости 360 люксов сразу на Гену. Это, конечно, шах и мат, но FPS 51, 45, 60 FPS он, конечно, показывать не будет. Это какой-то, если честно, развод просто. Неохота даже играть. В Твиттере вслепую, конечно. Вы понимаете, что можно сфоткать по-разному? Или не совсем понимаете? Я говорю, мне не важно вообще. Я знаю, в каких условиях какие аппараты лучше фоткают, в каких сетях лучше они будут отрабатывать. Так, тихо. Ну что, 10 минут я отыграю, ладно. Ну куда его отыгрывать? 360 люксов и так. Тоже. Годный аппарат? Не знаю. Смотрите обзор потом. Смотрите прожарку полностью. Я по нему точно не буду делать никаких выводов сейчас. Не хочу я играть в него. Потому что вот эти вот люксы, ну это подстава. Это вот смысл его тестировать на вот такой яркости. То есть мы стебем iPhone. Ну, первый раз такой лайфхак я вижу. Первый раз я вижу такой лайфхак. Что смарт просто уходит в сброс яркости до 300 люксов, как только ты его включаешь. Вот. Итого. Грани у нас. Водопад. Ставим лайк за то, что мы я считаю, на чистую воду его вывели. Шим. Подождите. Пока мы шим не проверили. Надо шим проверить еще. Сейчас он яркость как раз вернет. Мы проверим максимальную яркость шим. Ладно, неважно, какой он, насколько хороший или плохой. Частота эксперимента должна быть частотой эксперимента, правильно? Для этого и смотрите. Ждем, пока он восстановит яркость. 750 люксов. Это не максимум его. Можем пока пообщаться. Realme сложно назвать телефонами. Max SX, если мы на нашем канале, я повторюсь, мы не оскорбляем никаких пользователей. Я могу раскатать любой бренд. Почему он дно? Начиная с яблока и заканчивая Samsung, Sony, еще чем-то. Уважаем друг друга, уважаем выбор друг друга. Удивляемся выбору друг друга. Кому-то важна красота, не знаю, как у Realme Plus. Там дизайн прикольный. Кому-то яблоко за его стабильность и работу с банковскими приложениями и Face ID. Кому-то важно, не знаю, Samsung с его стилусом. Необходимо они для жизни прям. И
Я не буду с вами дискутировать по этому поводу, потому что я считаю, что все бренды молодцы. Если бы их меньше было, нам бы было сложнее выбирать, и вам бы было надо больше тратить денег. Так, смотрим процент Шима. 21, 14, 13, 16. Ну, в этом смысле турбо круче. Хотя нет. У турбо 3, помните, он был? 15. ПО он не может уже считать. То есть вот эти вот показатели Шима он уже не видит. Благодаря человеку, который, кстати, сегодня на стриме, я об этом узнал. Надо было инструкцию читать лучше. 13%. Но мы можем все равно его измерить. 15. Все. Ниже мы будем измерять уже вот этим прибором. Так же, как максимальную яркость сейчас измерим. Им же. Так. Смотрим. Шим на сотке. Он видит, кстати, 17. $18. Очень жестко. Давайте на 50. Лучше бы у меня этого прибора не было, да? Не тратил я 40 на это дело. 22% на 50. На 25. 28. Серьезно? Экран не реагировал так долго. И на нуле 26, 17, 16. Это, кстати, неплохой вариант. 22. То есть единственное, меня напрягает на сотке шим 18,5%. Это довольно прилично. Вот. А про максимальную яркость сразу. Давайте-ка. Повышенная яркость сначала. 1400 люксов. Очень круто для повышенной. И автояркость. Так, не понял. Опять у меня вылез. Так. А как же он достал уже? 1400 тоже в авторегулировке. 1500, 1600, 1700. 1700, потом он скидывает до, получается, 1800, 1900, 2000. Ну, в целом 1800, 2000 он держит. Давайте еще Радексом. Чтобы кого-то порадовать из тех, кто продает его. Что Радекс обычно циферки получше показывает. Автоматическая регулировка. И сейчас он не хочет повышать. Что, он устал? О, Радекс 2300. Ну-ка. Окей. Затемнил холд. Ну-ка. Да. 200 он показывает. 2200.
Ну, 2200 круто. Чего? На этом и порешили. Думаю, что прожарка прошла успешно. Если вы это дело смотрели, то надеюсь, что поставите лайк. Напишите, чтобы я завтра айку гонял на прожарке. Всем огромное спасибо, что пришли. С Геной это просто слов у меня нет, я такого еще не видел. Я не знаю, с чем там народ, вы говорите, что они увидели проседание по FPS. Смысл его проверять, если он сбрасывает яркость до уровня 300 люксов. Ну, это просто дичь. Может, там какая-то химическая штука, что-то надо сделать, но так быть не должно. Тем более он не перегревался. Я только освободился. Максим, приятно. Всем огромное спасибо, что пришли. Давайте скажем друг другу до свидания. ЛМ, Смит, Микита, Дукат, Чамшед, Барс, Кастро, Юниверсал, Рулерма, Игорь, Эйбл, Мистер, Ник Либра, Сани, Константин, Больничка. Никаких пока выводов. Пока никаких. Пока все странно. Есть свои огромные плюсы, но есть свои огромные минусы. Александр, Рус, Алексей, Герга, Текна, Александр. Огромное спасибо, добра и удачи вам, дорогие друзья. Завтра обзор одним кадром на Turbo 3 Poco F6 на основном канале. Надеюсь, посмотрите.